Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся с бханте Метта снова и разбираем вопросы, накопившиеся за неделю. Сегодня вопросы о практике Анапаны. Расскажите, пожалуйста, о более глубоких стадиях Анапанасати и как понять, что пришло время этих стадий. Мгм. Спасибо. Okay. Bhante, please tell us about the deeper stages of Anapanasati, the deeper stages, and how to understand that the time has come for these stages. Okay. So, hello everybody, very nice to meet you all. Всем добрый вечер, всех рад видеть. I think we'll try to get a good answer for the second question also when explaining the first question. Мы постараемся дать хороший ответ на вторую часть вопроса уже в процессе ответа на первую часть. Yeah, Anapanasati, I'll try to explain how they taught us. Бханте постарается объяснить технику Анапанасати так, как ему самому эту технику давали. What I'm sharing with you all also. То, что будет с нами разделено, это знание. And I'm trying to take parts separately from the Anapanasati Sutta also and explain. Кое-что будет из Анапанасати Сутты прокомментировано и объяснено. But in a more deeper state, even the Sayadaw say this is according to Anapanasati Sutta. Но даже когда мы будем говорить про глубокие стадии Анапанасати, сам Sayadaw Пау говорил, что это все из Анапанасати Сутты. So in our practice, we are like using many actually Buddha's teachings or Buddha suttas also. В наше время и в нашей практике мы постоянно будем использовать определенные учения Будды и отрывки или целые сутты. After we practice that part, then Sayadaw tell, oh, this is according to Anapanasati Sutta. После того, как вы практикуете определенную часть, Sayadaw обычно говорит вам, вот это из Анапанасати Сутты. This is according to Satipatthana Sutta. Или, а вот это из Сатипаттана Сутты. This is according to Dhammacakka Sutta. Это в соответствии с Дhammačaka Суттой. Or this is according to they call it Panchavagya Sutta, which is Anantalakkana Sutta, the Sutta of non-self. Или есть там разные еще сутты, но, в общем, которая называется сутта не самых... Panchavagya. In the Tripitaka, it's called Panchavagya. Panchavagya. В Типитаке она называется Панчавагья. Panchavagya, but many use the term as Ananta Lakkana. Ananta Lakkana Sutta. Но некоторые называют ее не Панчавагья, а Ананта Лаккана Сутта. We're coming back to Anapanasati. Actually, this is one of the suttas that is mentioned in many places. Ну, Анапанасати Сутта упоминается во многих местах. And a practice that is mentioned in many places in Buddha's teachings. Анапанасати практис. Yeah. И практика Анапанасати, да, для тех, кто не знает палийского термина, Анапанасати – это, да, созерцание дыхания. Эта практика, она во многих местах в палийском каноне упоминается. In the Abhidharma, Vinaya, Sutta, all these have Anapanasati suttas. Все разделы палийского канона, и Абхидхамма, и Виная, и корзины, они так или иначе содержат отсылки к сути Анапанасати. In suttas also, there is in the short length, middle length, and even the longer versions, there is Anapanasati. И в суттах есть как короткие версии, так и средние версии, и долгие, большие версии этой сутты Анапанасати. And in Satipatthana Sutta also, there's a special part for Anapanasati.
И даже в Сатипаттана Сутте есть отдельная часть, посвященная практике анапаны. That means like all of the Tripitaka, Abhidhamma, Sutta, Vinaya, in all three parts there is Anapanasati. Итак, во всей Типитаке, во всех ее частях, так или иначе участвует описание практики Анапанасати. So we were first asked to practice the focusing of the breath. Поначалу нас просят научиться практиковать focusing of the breath. Yeah. Нас просят учиться практиковать, фокусировать внимание на дыхании. So nothing else, just the breath. И ничего больше, только дыхание. So actually the counting practices and all, the counting practices also, they are actually legit or proper methods. И есть методы счета или словесного отмечения, и это тоже законные, правильные методы. They are not considered as a meditation, but methods to support the breathing meditation practice or Anapanasati practice. Они не рассматриваются сами по себе как медитации, да, отдельные, но это методы, они рассматриваются как вполне законные методы поддержки практики развития осознанности с дыханием. So we were asked to just focus on the breath from the tip of the nose to the upper lip. Так что нас просят фокусировать, focusing like attention on the breath, yes? Yeah, just focus on this area. Сфокусироваться на этой области от носа до верхней губы. And the idea was to keep the attention or be with the breath, keep the mind with the breath. И идея в том, чтобы оставаться вниманием, то есть оставить свой ум вместе с дыханием в этой области. So at first, for anybody, it's very difficult because we are not used to it. Поначалу это для любого будет непростая задача, потому что мы к этому не привыкли. And the mind is used to being with many other objects. А ум привык, наоборот, постоянно находиться в окружении разных объектов. Which we are even proud of. We call it multitasking, no? И мы даже гордимся этим, мы называем это мультизадачность, многозадачность. Sometimes even taught to us how to do multitasking, no? They teach us how to do multitasking. В общем, многие учатся, да, как же нам научиться многозадачности. It is good in a way to do the work, but when you need some peace and quiet, it's a very difficult process then. И, да, наверное, это полезно с точки зрения так называемой продуктивности и работы, но когда дело доходит до того, что нам нужно просто немножко успокоиться и сфокусироваться, то становится очень тяжело это сделать. That's why in life also we say sometimes it's very boring. Or even another step ahead, it's called boredom. It becomes something like a symptom, no? Именно поэтому зачастую нам кажется, что поначалу, что это очень скучно, и даже может возникать целое состояние, то есть ощущение скучности может перерастать в целое состояние скуки. So it becomes like a symptom, and it's called boredom even. People say it's boring, no? Like when you just stay, maybe even one day inside the place you stay, or you cannot even go out, or maybe it's just a rainy day. But people say it's so boring. В общем, вот это чувство скуки, да, оно нас очень сильно преследует, и это такое чувство, когда мы, например, вот заперты дома в дождливый день, нам нечего делать, да, в общем, нам известно это чувство. Or now in modern times when we don't have power or internet or something, people get very bored very easily, no? И в наше время люди вообще очень быстро
начинают скучать, испытывают скуку. Элементарно, если у нас нет электричества или там обрубили интернет, мы сразу чувствуем эту скуку. So from the five sense doors to everything, what we use and everything, people are not satisfied. They want more and more and more. If this is not enough in this country, they try to go to another country also and see. And for the five sense doors, no? Так что для наших 5 дверей чувств постоянно нам недостаточно этих, значит, сигналов, которые они до нас проводят. Нам нужно больше и больше каких-то впечатлений, каких-то новых ощущений. Если нам не хватает этих ощущений через 5 дверей чувств в нашей стране, мы едем в другую страну их искать. But this is not a process that can be satisfied even if you travel the world or even many worlds. Но это не то, что можно удовлетворить, сколько бы вы ни путешествовали по миру или даже в другие миры. Because there is something else, no? Something more. Потому что всегда будет что-то еще, что-то следующее, чего-то больше. And all these are fueled, fuel like petrol to a vehicle. So fueled up by with desires and craving. И вот эти новые ощущения работают как топливо. Топливо для наших желаний новых и новых каких-то страстных цепляний. И, в общем, они от этого только распаляются. But the same thing happens to us when you are seated for meditation also. И ровно то же самое происходит с нами, когда мы сидим в медитации. So whatever we like, even it could be very simple things, but in meditation you are supposed to put your mind in one object. Ну вот простая ситуация. Во время медитации нам нужно просто поместить ум в один объект. So even Buddha said at first it can be difficult. И даже Будда говорил, что поначалу это может быть затруднительно. That's why he gave the example of bringing a wild bull or a cow from the forest, catching one, and bringing and tying it with a very strong rope to a post. И вот почему Будда приводил пример с тем, что это как будто пойти в лес, поймать там дикого быка, посадить его на крепкую какую-то канат, веревку и привязать к столбу крепкому. And step back and relax and don't even go near or try to do anything. И после того, как мы этого дикого быка привязали к столбу, надо просто отойти подальше и даже не подходить, просто расслабиться и смотреть. And he gave another example for a person to light a fire in those old days. Now also some people in some countries they still do. Или другой пример Будда приводил с разжиганием костра, с разведением огня. Сейчас есть еще, остались страны, в которых люди до сих пор руками вынуждены разводить огонь. But if we have nuclear disasters and everything and we go back to Stone Age, we'll also have to do that, though we are talking like big people now. Но, с другой стороны, не ровен час после ядерной катастрофы нам всем придется учиться заново разводить огонь руками. Yeah. So they used to use 2 sticks, which was one was specifically for that they used to call it a fire stick. И чтобы разводить огонь, нужны 2 палочки. Одна из них даже специализированная палка, которая так и называется, как бы fire stick, огненная палка. For that, and you need another stick which is dry. И к ней нужна еще одна палочка, которая обязательно должна быть сухой. So this also has some meaning, yeah? Ну, у этого есть, да, свое предназначение. So the fire stick is there, then they start rubbing them together. И вот нужно тереть огненную палку о сухую палку быстро-быстро. If the other piece of wood was like wet, then it will take a long time or it cannot be, very difficult. Если вот вторая палочка немного влажная,
то это может занять очень долгое время или вообще ничего не получится. And in a different place, Buddha has actually given this example also of a wet stick. И в другом месте Будда давал подобный пример, и вот он как раз там упоминал вот именно мокрую, эту вторую палку. Of a wet firewood stick, no? То есть, да, влажная хворостина, как бы. So then it is said like this person has to keep doing this until there's like smoke and heat builds up because of the friction. И когда нам нужно развести огонь подобным образом, нужно тереть, да, их до тех пор, пока не появится дым и соответственно, большое количество жара. So if this person from the very beginning say, oh, I cannot do these strenuous things, then nothing will happen for sure. Поэтому если человек с самого начала начинает как бы, ну, я не знаю, как это делать, наверное, это сложно делать, но у него не будет, естественно, никакого костра. And the dry firewood stick is like you are more careful of the sense doors and with lesser and lesser desires. Like the stick is like the firewood stick when it's wet, it's like full of desires. It's like, no? И касаясь нашей аналогии, влажная хворостина подобна уму, да, наполненному желаниями различными, а сухая подобна тому, кто охраняет свои двери чувств и кто не обладает многими желаниями. That's why mindfulness of the day, how you live also, because meditation is like a microscopic version under the microscope of your own life. И также влияет ваша осознанность в течение дня, насколько вы осознаны в течение дня, и в целом ваше как бы состояние ума, потому что медитация – это ваша жизнь под микроскопом. So it is, if it's going in the extremes, like not in the normal amount, but if it's going in extremes of desire, anger, or hatred, or ignorance, it's like that wet firewood stick. Поэтому, если мы впадаем в различные крайности, в злобу, отвращение, желание, то это подобно тому, что мы мочим свою эту хворостину, и с ней уже невозможно развести костер. That's why it's difficult for a person who at least doesn't keep the 5 vows to practice. Вот почему так сложно человеку, который не может поддерживать хотя бы 5 обетов, почему вот ему сложно практиковать. And that's another reason why we are taking 8 vows or 10 vows to make it very strong. И это еще одна причина, по которой мы принимаем 5 обетов, 8 обетов, чтобы сделать ум сильным. To make the practice very strong. Чтобы сделать практику очень сильной. So that's why in the 8 vows and the 10 vows, now it's clear, no? There are the 5, and not only that, there are some extra ones. For example, like food or entertainment, the valuables. So those are the distractions, no? For desire, anger. Итак, у нас есть 5 базовых обетов, и еще есть дополнительные, например, 3, да, которые нас ограничивают от таких вещей, как еда или развлечения. Да? Почему? Потому что еда и развлечения, они уносят ум в сторону различных желаний и омрачений. But for a layperson, a householder, the 5 vows are the ones recommended in other times. Like what? For a householder, the 5 vows they are the ones that are recommended in the other normal time. Ну, для мирского практикующего, для домохозяина, 5 обетов рекомендованы, как сказать, во все времена, да? But anybody can easily take the 8 vows or the 10 vows when the practice time. Но всегда можно взять 8 обетов и 10 обетов, по крайней мере, на время практики. Then you will have a very dry firewood stick.
to light the fire. Когда у вас появятся шансы, то ваша хворостина будет достаточно сухой, чтобы развести огонь. So this firewood stick, not the fire stick, the firewood stick is the object actually. Так что the object. Mind object. Окей. Так что вот эта хворостина, да, для розжига, это как раз-таки и есть объект ума. It should be dry of desires, anger, even delusion. At least for that time. И на время практики ум должен быть очищен от желаний, отвращений каких-то, да, влечений и отвращений, чтобы вот разжечь огонь. So even if a person does this, at some point they think, oh, my arm is hurting. I'm like, it's sweaty. No, maybe I just stop for a little. And then what? If a person does that, he or she does that. If they are, even now they have this dry stick, they have the fire stick, and they have to like rigorously to make friction. И если мы, если у нас начинается такое, у меня там это болит, то болит, вот, то, в общем, нам надо не отвлекаться, да, и относиться к этому как, непрестанно прилагать усилия, чтобы вызвать то самое необходимое трение, чтобы развести огонь. But then what happens is this, the firewood stick gets cold again. Потому что если мы перестаем, то и, соответственно, вот эта хворостина для розжига, она тоже остывает. So it is said, a person regardless, or my shoulders are paining, hands are paining, sorry, they should do this, continue doing that practice or method until there are like results happening, like the smoke slowly coming, it starts becoming red in color. Поэтому, несмотря на боль там в плечах и руках и усталость, человеку нельзя останавливаться, тереть, потому что иначе весь его прогресс будет утерян, да, поэтому ему надо продолжать до тех пор, пока не появится дым и огонь. So when the smoke is coming, this is related to the question. I'm not going out of track. This is related to the question. When the smoke is coming, okay, it's like indication our practice has advanced. И если появляется дым, да, дымок, то это значит, что это можно рассматривать как знак того, что мы продвигаемся в нужном направлении. Then when the red hot, like the charcoal, or the like it starts to happen, then you know, okay, it's going a little bit more further, more advancing. И если мы видим, что у нас там начинает появляться, да, вот, там какие-то типа искры какие-то, да, уже что-то, огонек какой-то появляться, вот, что-то тлеть начинает, то это значит, что мы еще дальше продвигаемся. So at that time, what they do is they take some more dry cotton wool or some leaves or some straw, some grass or something, and slowly put on that red hot piece of stick. Now small area is red hot, no, because of the friction. И потом, да, как правильно дальше разжигать костер. Потом, когда мы видим то, что у нас определенная область нашей хворостинки раскалилась, да, нагрелась и покраснела, мы берем и кладем на нее какую-нибудь сушеную там шерсть, сушеную траву или шерсть, в общем, что-то такое, что легко воспламеняется. And they blow with their mouth the wind to make it light up more. И после этого надо начать раздувать, да, непосредственно, то есть начать дуть туда, раздувать огонь. So if it ignites, then no problem. What you put starts igniting, you don't have to do that act like the method no more. И, если огонь разгорается, да, то все, никаких проблем, то есть можно уже перестать тереть.
So actually the rigorous part or the tough, difficult part is over now. То есть уже это значит, что самая сложная часть, да, где надо прилагать много усилий, она уже закончилась. Then after that, slowly small twigs, then little branches, then bigger sticks. Then finally you can even bring big logs and put. Ну и дальше уже все просто, да, мы кладем маленькие палочки, потом побольше, еще больше, и когда огонь уже достаточно разгорелся, можно уже туда закидывать целые поленья. And after light it, you just have to close up the pieces of wood and just keep it on lighting up. И дальше, чтобы его поддерживать, уже достаточно просто класть туда, ну, древесину подкладывать, и, в общем-то, дрова, и все само уже будет дальше гореть. So see, these are examples of what Buddha had given. Это пример, который сам Будда давал. Not Pauk, no? Не паук Саида давал. So see, these examples are not easy examples, right? They are easy or not easy? Yeah, they are not easy. Both the Ну, examples we took of the cow or the bull tied to a post, and then we'll come back to that, and then lighting the fire, they are not easy. ну, видите, это примеры того, что это не так просто. Да, это примеры того, что непростой процесс, да, пример вот с поимкой дикого быка и привязыванием его к столбу, да, или вот пример с разжиганием огня, то есть это примеры того, что это непростой процесс. So see, like last time we had a question why this park method is difficult, park method is difficult, sometimes strenuous or like can have a strain on your mind. But see, these are examples by the Buddha himself. На прошлой лекции мы немножко обсуждали про то, что, может быть, там есть какие-то легкие методы, может быть, метод паука слишком сложный. Вот. Но, как видите, сам Будда, даже говоря вот об этих методах, он подчеркивал, что да, они непростые. So actually, this lighting the fire is connected to the tying the bull or the cow to the post. Вот это разжигание огня, оно связано с привязыванием дикого быка к столбу. So these are different ways of expression. Это просто разные способы объяснения. Or what we have to do with effort and balance. Или объяснение того, как мы должны поступать effort and balance между усилием и балансом. So and mindfulness and staying with putting your attention. А также то, как мы должны, как бы двигаться между осознанностью и направлением внимания. So though we talk about those making the fire, this is not a physically difficult process like that. Несмотря на то, что мы говорим о разжигании огня, это не такой физически трудозатратный процесс. It's just an example to show we have to have continuous practice or continuous effort until we reach that point. Это просто пример того, что нам нужно продолжать последовательно практиковать, постоянно и последовательно, да, пока мы не достигнем, собственно говоря, цели. Not letting your practice go cold. Не позволять своей практике остыть. So this is connected when you just tie the bull or the cow to the post and you get back and you just relax and watch. Так что, и возвращаясь к примеру с быком, мы ловим дикого быка, привязываем его к столбу, а дальше просто отходим на безопасное расстояние и расслабляемся и наблюдаем. So the cow or the bull will put all the tricks they can do violently and then very sneaky, in a sneaky way. They'll try to do all the tricks they can to escape and run back to the wild. Так что этот пойманный бык,
будет выкидывать все возможные трюки, чтобы попытаться сбежать. Just like the fire stick or more, the post that is to the ground is really solid. This is the meditation practice or the И meditation object. так же, как мы должны последовательно растирать эти самые, да, хворостины для получения огня, также в примере с быком наш столб, к которому мы привязываем быка, должен, ну, очень невозмутимо, да, как бы непоколебимо стоять, быть закопанным в землю и совершенно не шелохнуться. Just like the dry piece of firewood is like the rope which ties the bull or the cow to the post. А в примере с быком вот эта веревка, которая привязывает быка к столбу, это то же самое, что в примере с огнем вот эта хворостина, сухая хворостина, которую натирают. So just like that piece of firewood has to be dry, the rope has to be really strong. И так же, как хворостина должна быть сухой, веревка должна быть очень крепкой. So that means like if you really want some advancement in the practice, you cannot go and put that, you cannot even stop this, then also it gets cold, no? So what if you take that and dip it into some water and bring it back again? Then it takes another longer time to dry it again, right? And then start the process again. Поэтому нам нельзя останавливаться, да, нам нельзя останавливаться, тереть, постоянно тереть, а то, что мы делаем, мы иногда не то что останавливаемся, мы можем взять и вообще обмакнуть в воду эту палку и потом опять пытаться что-то там тереть, то есть это все очень удлиняет нашу практику, да, и делает ее. Если мы хотим результат, нам нужно вот сфокусироваться на том, чтобы держать ее в сухости. Or it is like cutting the rope and letting the cow or the bull run to the forest again. Then you have to catch it back and bring it and tie it again. Или это подобно тому, как мы можем случайно как-то или специально разрезать веревку и дать быку убежать. И, ну, это Because бессмысленно, потому что придется опять идти за ним и ловить его, и заново привязывать. Because we are keeping on doing these kind of things, like throwing that stick into a river or a stream, or like cutting this bull or cow free. We are always doing that. That's why the results or the benefits or the advancement is delayed. No other reason. И наша практика не продвигается, и результаты постоянно откладываются, потому что то, чем мы занимаемся, это мы постоянно ловим быка, потом отрезаем веревку. Или мы только начинаем разводить огонь, и потом берем и внезапно выкидываем палку в воду. I'm talking about a person who's trying. Это мы говорим о человеке, который пытается. Who has the fire stick and who's trying. И у которого есть эта хворостина для розжига, и он пытается разжечь. Or who had already caught the bull or the cow and tied to the post and trying to keep it there. Или который уже поймал быка и пытается его привязать к столбу. Not the people who say, oh, no, tomorrow I do the fire. No, tomorrow I catch the bull. Maybe next year. No, after my work is finished. So maybe the problems are finished. No, like that. Бывает хуже, бывает человек просто откладывает. Ну, завтра поймаю быка, завтра начну разжигать костер. Или там не завтра, послезавтра, или там на следующей неделе. Когда закончу работу, или когда найду новую, или там когда у меня все проблемы в жизни пройдут, вот тогда начну. So connecting these two similes or examples, when the bull it runs and tries, it cannot escape, no, because the rope is very tight. The pillar, no problem. It has been there for thousands of years. Whichever meditation object we are using, especially the ones the Buddha taught, no, they are like really solid. We don't have to do nothing to change those. Поэтому бык будет пытаться вырваться, будет вырываться, но в конечном итоге перестанет. Потому что проблем со столбом нет.
Это проверенные... Столб – это объект медитации. So, the post is the meditation object, yes? Yeah, meditation object. Столб – это объект медитации, и он проверенный тысячелетиями практикующих, да, и с ним проблем нет. То есть он рано или поздно становит быка. That's why any object doesn't become a proper meditation object. Doesn't become, eh? Но именно поэтому, что объект медитации – это не любой какой-то объект медитации. То есть любой объект медитации, любой объект вообще не может стать объектом медитации. They cannot keep a bull or a cow, wild bull or a cow tied up. Не каждый объект способен остановить и, да, успокоить этого дикого быка. Either it becomes broken or they'll remove it from the soil and take it and run. Если столб недостаточно, да, подходящий, плохо вкопанный или слабый, то бык его сломает или вытащит из земли и вместе с ним убежит. So then at the time when the bull does all the tricks or the cow does all the tricks, and then the rope gets so close to the post. И вот бык постепенно, когда он вот, выделывается вокруг столба, бегает, брыкается, он постепенно наматывается на этот столб. То есть веревка сокращается вокруг него, потому что он бегает вокруг, и веревка сокращается. It's similar to the time you use the fire stick and the dry piece of wood, and the smoke starts coming slowly. Это то же самое, когда мы растираем палочки, и у нас начинает появляться дым. But still, the proper benefits or the results, it's not there yet. Ну, это еще правильные, да, настоящие результаты еще не появились, но уже есть определенные, так сказать, метки. Then there's a time the bull or the cow really settles down under the post. И потом приходит время, когда бык действительно усаживается, устает и усаживается около столба. So likewise, when the red hot, the wood piece of wood becomes like red hot in color. Hello, Nick. Sorry, something with connection. Okay. И когда, когда вот этот кусок древесины, который мы растираем, становится красного цвета, then it is the time you can put some dry leaves or something that can ignite. И вот это уже подходящее время, когда мы можем туда подкладывать какие-то сухие листья или еще что-то, и огонь будет разгораться. Likewise, that is the time when you can reach the bull or the cow and let it feel you or smell you, and then slowly try to feed it something, give some food. А в примере с быком, тот момент, когда бык устает и наматывается на столб, да, и садится рядом с ним, вот уже тогда можно к нему подойти, попробовать его покормить с руки, или дать ему себя обнюхать, или как-то его погладить. But in both of these examples, we just did the necessary thing only. We didn't try to hurt the animal or none of that. We just try to do what was necessary. Но во всех этих примерах, например, в примере с быком, мы не пытаемся ему навредить, мы не пытаемся его как-то обидеть. Да, мы просто делаем то, что необходимо. Our intention was to light the fire, and as per that animal's example, it's just example. It was to tame the wild cow or the bull, no? То есть мы просто делаем необходимые действия для того, чтобы разжечь костер. Или в примере с быком мы просто делаем необходимые действия для того, чтобы, поймать и приручить этого быка. So then after that, that is the time you can slowly try to train the mind. И вот в это время мы можем уже попытаться тренировать как-то ум. Now take both these examples to our practice. Теперь давайте посмотрим на нашу практику через эти примеры. So at first it will become like a wild bull, a wet piece of firewood. Поначалу это будет подобно тому, что у нас дикий бык или у нас влажная, мокрая хворостина. Agitation, then boredom.
У нас будет ну, такое возбуждение нервное, скука, frustrations. ну, просто какая-то тоска непонятная. Then the desire comes, desires come, Потом maybe будут, for small things, not the big ones even. потом будут вылезать всякие хотелки, желания, даже к каким-то маленьким вещам. But first the big ones will also come. Но обычно выходят именно какие-то крупные. But later it's just like something, oh, I need to stretch a little, maybe drink some water, or some small things, but they also come as desires. Потом обычно вылезают крупные какие-то желания, потом более мелкие, например, о, ну вот мне надо расправить ногу или мне надо попить водички, но тем не менее они вылезают. But we have to keep the cow or the bull tied to the post. Но мы продолжаем держать этого быка, привязанного крепко к столбу. Or keep on making the friction with the fire stick and the piece of wood, firewood. Мы продолжаем, ну да, мы продолжаем растирать палочки между собой. Then what happens is, one state we can know this our practice is advancing. Is like we can be with the object more. И как мы знаем то, что наша практика продвигается, мы учимся находиться, мы можем находиться дольше вместе с объектом. So that's why maybe at first maybe 1 minute, but we know we could do it. Поначалу может быть 1 минуту, но мы знаем, мы можем это сделать. Then you can see it becomes 2 minutes, 5 minutes, gradually increasing. Потом это постепенно увеличивается. 2 минуты, 5 минут. Then that also slowly you can stay more and more. И постепенно мы можем оставаться все больше и больше с объектом. That agitation, irritation, those kind of things are lesser and lesser. И вот эти возбуждения, раздражения, они становятся все меньше и меньше. Because sometimes the desire parts we like. Потому что иногда нам нравится вот эта часть, когда у нас возникает желание. They are not very rough and tough like the opposite side, like the anger side of agitation, irritations. Это не, они, то есть, в моменты, когда у нас возникает желание, это чувствуется не так грубо и жестко, как когда у нас возникают различные отвращения и раздражения. Those are the stages like the bull is really angry, or the cow is really angry, you cannot approach. В этих стадиях это подобно тому, что бык очень злой, разъяренный, и мы вообще не можем к нему подойти. It doesn't like to be tied down. И в этот момент ему не нравится, что его тут привязали. But we tie it, we get back and we stay. We don't reach it. Поэтому мы его привязываем и отходим подальше. Мы не подходим к нему. Or the opposite is like we are practicing, no? So it's like we are using that fire stick and the firewood and trying to make the fire. И с другим примером тут нам надо вот, да, мы продолжаем тереть палочками. We don't just give up. Мы просто не сдаемся, мы не останавливаемся. Because it took like 10, 20, 30 years for us to build this mind state we have now. But we already have the wandering mind. It took us like 10, 20, 30 years to build it, no? It didn't just happen, no? Потому что то состояние ума, в котором мы находимся сейчас, нам понадобилось 20, 30, там, 40 лет, чтобы его вообще построить. То есть оно у нас же не просто так появилось. But because we are dealing with the mind, it's much more easier. Но так как мы работаем с умом, то это гораздо легче. It's not like somebody gives us a small pin and shows a big rock or a mountain and say,
with this pin you should break the mountain, like nothing should be left, not like that, no? Это не так, что кто-то нам дает маленькую булавку и показывает на огромную скалу, какую-то гору, и говорит, вот этой булавкой расковыряй всю гору так, чтобы вообще ничего не осталось. Задача проще, конечно. Even if they give us a hammer and like a chisel and try to break it, it will take us at least 10 or 20 years to break the rock, no? Даже если бы нам дали долото и молоток, все равно нам бы понадобилось 10-20 лет, чтобы раздолбить всю эту скалу. But there are actually people who have done like that also. Но на самом деле в истории есть примеры, когда люди именно так и делали, они могли это делать. In a rural place, that's why in the Jatak also that tells like this, no? Like he gives example and he says like there are people who did more than that even, no? Это именно легитимный пример, который сам Будда приводил, да, что есть люди, которые даже больше того делали, да, они выдалбливали огромные скалы, горы с помощью всего лишь долота и молоточка. So there was in a rural place in India, there were these people living in a village. Жил-был один царь в Индии давно, и у него была деревня населенная. And his wife got very sick. И его жена этого правителя, она заболела. And they didn't have proper transportation. И ее нужно было отвезти в подходящее место. And more than that, the worst thing was they didn't have a proper road. А у них не было, у них даже хороших дорог не было. And they had to go around the mountain to reach the hospital, nearest hospital, which was very far. И пришлось идти в обход горы, потому что не было никаких других ближайших, кратчайших путей. И это было очень далеко. And when they reached the place, his wife already passed away. И к тому моменту, как они дошли до больницы, которая находилась, да, за горой, так как они долго шли, то его жена, она умерла. And on that day, he had made the determination, I'll make a road through the mountain. И в этот день царь дал обещание себе, что я проложу дорогу сквозь гору. And he just had hand tools. А в то время были только ручные инструменты. And people were laughing, telling that he was crazy. И люди над ним смеялись, когда называли его сумасшедшим. But it had taken him, I think, more than 20 years, nearly 30. But he had made a road right through the mountain. И это заняло у него 20-30 лет, но он собственноручно проложил дорогу прямо сквозь гору. Now, not only the people in his village, but the whole area. No, India is also a big country, so they can go right across the mountain to reach the towns, cities, medical help, any kind of thing. И этой дорогой пользовались не только его деревня, но и все вокруг области, все люди в областях вокруг, чтобы дойти там до цивилизации, получить какие-то медикаменты, там еще что-то. So in these times also people do amazing things. Так что в те времена люди могли делать очень мощные вещи. With effort and sheer determination. Просто на чистой, так сказать, как это называется, детерминации и прикладывая усилия. But for us, life is much more easier. Наша задача гораздо проще. Because we are dealing with the mind here. Потому что мы тут просто занимаемся чисто умом. And the natural phenomena is also helping us. И естественные феномены, они нам помогают. The phenomena of arising and passing. Например, феномен появления, возникновения и исчезновения. So all these negatives or defilements or hindrances, they also are not permanent. Так что все эти омрачения и прочие вещи, они все непостоянны. And they are not like tangibles, like you can, like rocks or mountains. Not solid things, no?
material, not material. Они все непостоянные. Sorry. Эти вещи в уме, они непостоянные, и они, ну, как бы не жесткие, да, не материальные. So that's why we can free ourselves so easily. Вот почему нам на самом деле достаточно легко освободиться. That's why we bring a kusala object or a wholesome object to counter it. Просто достаточно привнести благой объект в ум, чтобы этому противостоять. Because kusala and akusala, they don't work together. Потому что благой и неблагой объекты не могут сосуществовать. They are like darkness and light. There's a clear difference. Это как свет и тьма. Там четкая граница. So when there's darkness, there's no light, but even a little bit of light can remove a lot of darkness. Когда есть тьма, света нет, но даже немножечко света убирает большое количество тьмы. So many things are in the support of what we are doing. Так что множество вещей на самом деле нам уже играют на руку. So it's only just the things we do on our own is delaying the process. Так что What we do is delaying the process of reaching the benefits or the goals or the destination. Better. Нам нужно просто перестать самосаботироваться. Нам нужно перестать откладывать собственную практику. It's like we are like using the fire stick and then after some time, and throw it away, and then again pick it up and bring it again. Мы ведем себя подобно человеку, который трет, разжигает костер, потом такой, типа, да, и выкидывает ее куда-то там в воду. Потом идет за ней обратно, вылавливается, заново начинает. Or you just cut the rope, or dear bull, dear cow, you go around and come, but it never comes back, it runs. Или это подобно тому, как у нас на привязи дикий бык или дикая корова, а мы подходим и говорим: ну, дорогой бык, вот я тебе отрезаю веревку, надеюсь, ты вернешься. Но он просто убегает в джунгли, он никогда не вернется. Then you have to run back in the jungle like Tarzan and then like find this or Jane and then catch this bull or the cow and then with all the wounds, thorns, everything, and then like bring it back and again tie it. И придется за ним опять идти в лес, искать его, там лазать по всяким колючкам, бороться с ним, там, и в итоге вести его обратно и опять перевязывать. In that process, because all these thorns and you fall and the rocks and everything, then when you get hurt or scratches and all, then you complain like, oh, this is so difficult, how to do, no? И именно потому, что в процессе очередного похода за быком в лес мы постоянно падаем, поранимся там об камни и колючки, у нас все это болит, мы начинаем жаловаться: о, как же тяжело нам медитировать-то, как же все болит-то. But if you don't cut it loose, nothing will happen. You already caught it, no? You can keep it tied up. You don't have to do anything. Но если нам достаточно один раз его поймать и просто удерживать, если мы продолжаем удерживать, никаких проблем не будет возникать. So in our practice also, the teachers ask us to continuously practice without giving up. И сейчас учителя продолжают нас постоянно напоминать нам и говорить, что нужно постоянно, безостановочно практиковать. Yeah, so because of our own mistakes, we also used to say, oh, Sayadaw, I feel like I remember food, or I feel hungry. Да, много на что можно жаловаться. Да? Кто-то говорит: о, Саяда, я сажусь, и я сразу вспоминаю о еде, я вспоминаю, что я голодный. All these workers and people are shouting, so I feel very agitated. Why are they shouting? They know that I'm trying to meditate. Oh, this is the meditation time. Или другие жалуются, что я сажусь медитировать, и сразу вокруг все начинают
ходить, что-то работать, что-то делать, кричать. Да, они что, не знают, что я медитирую? Это же время медитации. Как же они могут так? And these people actually started the big machines and everything in the meditation time. That was strange. И, ну, на самом деле это действительно было интересно. Да, это Бханте рассказывает про себя. Было такое, что он садился медитировать, и именно в это Uh, люди начинали запускать всякие машины, да, и весь шум этот строительный. even like in the close to the meditation hall at those days, maybe they wanted to finish something, but they had all the time. But when the meditation time started, they started cutting the concrete with those big blade things, like zzz, like big sound, no? Cutting a concrete they had already put before. И это было действительно до смешного странно, когда вот Бханте жил в одном медитационном центре, и все время была тишина, но как только он садился медитировать, рабочие тут же начинали резать бетон вот этими огромными, да, там, болгарками или чем его режут, в общем, этими пилами огромными механическими, вот, с этим звуком, вот, и именно в то время, когда Бханте садился медитировать. Then you feel these are just full, no? Like reasons you should feel angry, no? Но в этот момент ты понимаешь, что это просто триггеры, и нет никаких причин злиться. But still it is our 5 hindrances. Но причина, как бы, нашей омрачения, это все равно, то есть причина в наших 5 омрачениях. It seems right or like just full, no? Just full, like just this, no? To feel angry because they are like doing some crazy thing, no? In the meditation time. То есть кажется, But still, okay. Кажется, что мы правы, да, казалось бы, ну вот, я сижу, медитирую, они мне мешают, там, режут свой бетон, этими звуки издают, да, и казалось бы, я вроде бы правильно злюсь. But it's still our mind rejecting the mental object. Но причина на самом деле в том, что это просто наш ум, ну, как бы, отказывается, да, от объекта медитации. But later we go through these patterns. Но потом мы проходим через все эти паттерны. Then we understand like reacting and all these things or trying to get up and go do this, then no use. It will not stop. Мы с опытом понимаем, что все эти реакции, да, наши, что о, вот надо куда-то встать, что-то делать, о, или там надо как-то что-то. Это в этом нет, это не помогает, и это не остановится, а это постоянно будет возникать. It will be a more waste of time, and the to reach the destination it will take longer times. Это просто тратит время и увеличивает наше, скажем так, время до. Then come the preferences, like I like this, I like that, I don't like to sit like this, I like a cushion like this, I like this weather, I like this food, and then I can practice better. Many things, no? Потом приходят наши разные предпочтения. Это мне нравится, это не нравится. Мне нравится вот такая подушка, вот такая постель, вот такая погода, а вот такая мне не нравится. Вот это почему не так? Вот я хочу, чтобы это было так, а не так. But the mind doesn't get satisfied. Then it will ask more. Но ум никогда не будет удовлетворен, он всегда будет просить больше. Because first you try to give it a reasonable chance. Okay, you want a better cushion? I'll find you a better cushion. Поначалу мы пытаемся как-то, да, ну, как это называется, разумно отнестись к вопросу разных хотелок и попытаться их удовлетворить. Типа, окей, это тебе не нравится такая постель, давай поменяем, вот постель получше. But later it's never ending. So you just like, okay, shut up. No, you got all what you asked for before. I just try now, no? Потом мы видим, что это не помогает, ему постоянно что-то надо, заново, новое, новое, новое. И мы просто говорим, все, ладно, заткнись, я просто буду сидеть и делать практику, потому что тебе невозможно угодить. Then the mind is very tricky. First it tries to bring out your fears. И ум очень хитрый, и он будет пытаться обмануть. Он может
как бы вкидывать разные наши страхи or the agitations. или наши какие-то раздражители. Why do I have to do this? Why do I have to do like stay in one? Aren't there easier methods? All these questions, no? У него постоянно будут возникать такие вещи: о, почему мне надо именно сейчас, вот именно так вот сидеть, почему не по-другому? Может быть, есть какой-то другой метод попроще. When that chapter is finished, you are not like affected by it no more. Then it starts bringing all maybe what you saw before, what you liked before. Uh, it starts bringing all that. If you have watched movie or something or documentary or something, or when you saw sightseeing or something, it starts slowly bringing all that data, information. Когда мы разобрались и да, продолжаем практиковать вот с этими ажитациями, он начинает вкидывать разные, то, что нам нравится, наоборот. Какие-то моменты из фильмов, из книг, или просто, что мы там куда-то ходили, что-то видели, и он это вот все начинает нас закидывать вот этими вещами, которые ему нравятся. When that is also, we don't care no more about those, or later, oh, I don't want, no, now I'm just trying to meditate or be at peace. Но мы просто продолжаем, да, мы просто это отбрасываем, мы говорим, все потом, сейчас я просто хочу медитировать и быть в покое. Then it slowly brings the good things, no? Like, why don't you help that person? Why don't you do this? Give some food. Do that, do this. Good things, no, not the bad stuff. Like the good things, it tries to remind you. Потом ум начинает предлагать и закидывать разные хорошие идеи, какие-то, сделать хорошие вещи. Почему бы не пойти помочь вот тому? Почему бы там не пойти накормить вот этих? Почему бы там не пойти, да, там, ну, в общем, какие-то в целом неплохие, да, вещи, но отвлекающие. Then it says even exactly, you get the best of plans also to do. Okay, you call this person and then arrange these things and then do this kind of like organize these things. So you get the best of ideas or the plans also for good things. И потом он начинает планировать, да, разные хорошие вещи. Надо так, надо позвонить этому, надо сделать вот это, надо прочитать там, сказать вот это. То есть разные хорошие Uh, вещи планировать. then you think, no. This, I need time to meditate. No, this is I can do later. So please, I'll do this all these good things later. I have Поэтому plenty of time. то, что надо сделать, это просто продолжать практиковать. И да, просто как бы отнесись к этому все потом, сейчас отстань, все потом, потому что сейчас мы практикуем. So then it brings like the very intellectual things, no? Maybe the very best of things you have heard, very tricky questions, or maybe for us it was like the Dhamma talks of good teachers and the best parts. And how was this? How did they explain this? Like very subtle things, no? Потом ум начинает вкидывать разные хитрые и очень такие умные вещи, тонкие, различные какие-то мудрости, какие-то, может быть, умные вещи, которых вы слышали или читали. Вы начинаете понимать какие-то сложные идеи, какие-то пытаться о них думать. Для монахов это зачастую какие-то отрывки из Дhamma, то есть, ну, как бы бесед, лекций о Дhamме. Да, там ум начинает, а вот этот учитель сказал вот так, да, очень глубокая мысль, а что же она означает? So these mind games are like fire. Так что эти игры ума подобны огню. If it has big things to burn, or it will burn like a forest fire. Если ему дать какое-то топливо, он разгорится подобно лесному пожару. When the big trees and the branches are no more, it starts to burn even the little leaves, no? What are left, or the grasses. Если у него отнять большие какие-то, то есть когда большие деревья и полена уже прогорели, то горят уже, ну, листья и трава. And if that is also not there, even if they are like books, even if it's like a religious book or holistic book, it doesn't matter. It wants something to burn and keep on going. Или вообще любое топливо, можно даже какие-то книги, да, там он будет пожирать все. And by feeding the fire, we cannot stop the fire. Но, как известно,
подкармливая огонь, мы не можем его остановить. Even if you put another piece of paper into that, oh, the fire will happily accept and it will start burning. That also. Даже если мы положим туда маленький кусочек бумаги, даже это огонь примет и разгорится сильнее. Not only like if you put gallons of petrol or something, even some perfume or air freshener or something, even if you use that kind of very little thing, or it will start burning with that even. Чтобы огню разгореться больше, даже не обязательно на него выливать литры бензина, достаточно пшикнуть одеколоном или там каким-то освежителем воздуха, и он уже будет сильнее гореть. These are all mind games. Так что это все игры ума. Then you are done with it and you think, no, I don't want none of this. I'll just settle down. I want just to be with the meditation object. Поэтому мы говорим, нет, мне это все неинтересно, уходи с этим, я просто остаюсь с объектом медитации, и все. These are phrases or stages anybody passes through. That's why I was telling in detail. Почему мы это рассказываем? Потому что это фазы, через которые так или иначе все проходят во время медитации. Or some people like rocket science, they want to analyze everything, no? Broken what? Like rocket science, like rocket science. Некоторые люди начинают заниматься rocket science, это как бы самая космонавтикой, аэродинамикой, начинают пытаться все анализировать подряд. But they want to know exactly how it's happening, what is happening, what should be done. Like too much, no? Они пытаются разобраться во всем сразу слишком глубоко, слишком. И как конкретно, как это происходит, как кто происходит, как вот это все работает. But these stages are better than those very big, like desires, the anger. Now they have passed this, but it's like those intellectual games. Это лучше, чем предыдущие стадии, когда мы, там, у нас возникали какие-то мощные желания или еще что-то, но все еще это просто игры ума. For me also, before this tradition says this tradition said this, teacher said this, that teacher said this. There were like many mind games with that also. Для самого Бханте был такой этап, когда он метался между традициями. Так, этот учитель говорит так, эта традиция делает так, а этот метод делает так. But after you dance all these dances and do everything and fall many times and hit your face and like none of this is helpful, you think, forget it. No, I am just doing the most simple and the basic thing. I don't want none of that. I don't want jhana. I don't want nimitta. I don't want patibhaga. I don't want nimitta. None of that. I just sit. Но когда мы понимаем, что все это просто очередные танцы и просто отвлечение, и ум просто не хочет пребывать с объектом таким образом, мы просто заканчиваем и это. Мы говорим, мне не нужна джана, мне не нужна нимита, мне не нужна патибага, мне ничего не надо, я просто буду сидеть. That is the time the bull really starts, like now it's tired, it has run and done everything. Now it's like, it is like closing up to the post. Okay, the post. К этому моменту бык уже устал, накрутился вокруг столба, веревка у него уже совсем у шеи стала, и он уже рядышком со столбом находится. But this bull has to, or the cow has to come until the post comes really close and it cannot move much. Но нужно дождаться, пока бык прямо вплотную не прижмется к этому столбу, настолько намотается, что уже не сможет двинуться даже. But still it will huff and puff, shake the ears, maybe the tail. Но все еще он будет продолжать пыхтеть, лягаться, брыкаться, бодаться и шевелить ушами. But in this stage, we don't feed it. This is just example. It's not animal cruelty or something. In modern day, they might say, what is this? No, it's animal cruelty. It's just example. Да, ну, как бы вот на этом моменте, когда бык подуспокоился, но привязался к столбу, но еще такой еще как бы, да, все еще немножко бесится, да, на этом моменте все еще его нельзя кормить, да, главное не воспринимать это как
ну, как это самое, уроки жестокости с животными, да, это именно просто аллегорический пример. And before, like before they invented cars and found fossil fuel, people had to do these kind of things to do, get on with life. Во времена, когда еще не было машин и топлива и всего такого, людям приходилось через это проходить, это была их ежедневная реальность, им нужно было So к этому. maybe our grandfathers or generations before, they had to do it, no? Так To что plow the fields, no? Make the carts. наши предки проходили через все это каждый день, это, да, им приходилось идти в поля, там, ловить быков, делать повозки. So then what happens is this, like the shaking of the ears, the legs and huffing and puffing, like these theories and all these things come. What come? Like the theories, like we were talking before, the theories, the logical explanations, ideology, views. Вот эта стадия, когда у нас начинают всплывать разные интересные теории, истории, какие-то взгляды и различные прочие вот эти все моменты, это вот как раз та стадия, когда бык уже привязался, но все еще пыхтит, кряхтит и брыкается немножко. My method is better than your method. Это все вот это вот. На этой фазе всплывают такие мысли, как «О, этот мой метод лучше твоего метода». But when we know, like our sitting is getting better and better, we can stay 5 minutes or 10 minutes, like that. It's slowly, gradually building up. Но в то же время мы можем заметить, что уже наша практика становится лучше и лучше. Да, мы можем Then заметить, что мы that дольше... is a time that is showing that the fire or the smoke is it's starting to happen, or the bull is or the cow is like really getting close, tied up to the post. На этом моменте мы уже можем заметить, что дым уже появился, и бык уже привязался к столбу, то есть уже есть определенные признаки, что практика продвигается. So at this time, we have to be very careful not to see the big result and, oh, I'm sitting for half an hour, only 5 minutes. Oh, I'm sitting for 1 hour, only 5 minutes. Not like that. We must feel like, okay, like before I could not do even 5 minutes or 1 minute. Now I can do 5. It should be the opposite way of approaching. Bhante, You understand? No, I am a bit confused. So, so in this stage, people like they see where's my jhana? Where's the access concentration? Where are the patibhaga object? So these are they get upset. Oh, I sit for like 1 hour or half an hour, only 5 minutes. But no, it should be the opposite. I couldn't do even 1 minute before. Now it's 5 minutes. Now it's 10 minutes. И отношение к практике здесь должно быть таким. Распространенная ошибка в том, что на этом этапе мы можем начать как бы жаловаться, да, что «О, вот я сижу час-полтора, а где моя джана? Где мой патибхага объект?» Да? Должно быть наоборот, что даже если я сижу 1,5 часа, но с объектом я нахожусь 5 минут всего лишь, да, ну, именно подряд имеется в виду, да, и без перерывов. Но это уже здорово, потому что раньше-то я мог всего лишь 1 минуту, а теперь могу целых 5. Then this is actually vitaka and vichara happening. На этой стадии уже как раз и происходит витака и вичара. То есть, витака вичара means... Vitaka and vichara happening, bringing to the object and staying with the object. Это переводится как бы возвращение к объекту и пребывание с объектом. Then what happens is like more trust starts building. И в это время нарабатывается доверие. Then later, because you know you can do it, the object becomes pleasant because you know you can do it, no? И со временем
из-за осознания того, что у вас получается, и вы можете это делать, у вас, соответственно, и растет ваша практика. Even like a bicycle, no? Like when you know, okay, even a little distance you can ride, or when you see that object, even there's okay, I can ride it a little bit even, or inside the premises. Это подобно тому, как вы катаетесь на велосипеде. Да? Как только у вас начинает хотя бы чуть-чуть получаться проехать какое-то расстояние, вы уже верите в свои силы, и, соответственно, ваша поездка начинает вам нравиться. И также с медитацией. Even the reminder of that, okay, after I finish this work or school, I come back and ride the bicycle, no? That is more, you have this enthusiasm. И на этом моменте появляется энтузиазм. Да? Например, вы начинаете с энтузиазмом думать о вашей практике езды на велосипеде. Например, да, вот сейчас я закончу работу и пойду тренироваться, учиться дальше кататься на велосипеде. Those are signs of piti or rapture. Это знаки пити или восторга. So the opposite of vyapada, anger, of the 5 hindrances. И это противоположное злобе из 5 омрачений. Восторг противоположен злобе. That is also a sign of advancement. Это тоже признак продвижения. Then there will be a time, don't just count one experience like that. Then the next mistake is, oh, I felt piti sukha. It just happened one time. And people get caught in that also. Бывает такое, что у нас один раз возникает пити-сука. Пити-сука means... Yeah, rapture and then the pleasantness. Пити-сука переводится как восторг и радость. И у нас может один раз это появиться в медитации, и мы сразу к этому привязываемся. Then what happens is like they just focus on that. But if it's true, it should happen every time, again and again. Но Not just one time. Если это не просто так появилось, а действительно признак развития практики, то оно не один раз появляется, а постоянно, каждый раз, когда мы садимся и практикуем. Then only happiness starts coming to your practice. И только уже после этого к вам приходит счастье во время практики. Then you feel like the body also is more comfortable than before. И уже только на этом этапе мы чувствуем, что нам, телу становится гораздо комфортнее, чем раньше. And then the mind also starts becoming more brighter and more happier even. И ум становится ярче и счастливее. This doesn't stop there. It's like you had a nice meal or very good rest or sleep. It goes within the day also, for some time. Like that, the practice also goes throughout some part of your day also. И это счастье от практики, оно с вами находится на протяжении дня. Как если, когда мы хорошо выспимся, это ощущение хорошее, оно с нами на протяжении дня. Так же, как и на этом этапе мы выносим это счастье из нашей практики с собой в течение дня. This is another sign of advancement. Это очередной шаг, отметка о продвижении практики. Then what happens is you can stay focused. These 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, it starts building. После этого у нас начинает действительно расширяться время, в которое мы сфокусированно находимся с объектом. В это время мы можем находиться 5 минут, потом 10, 15, 20, 25 и так далее. It's because the anger part reduces in the mind and you are now happy with the meditation object. Это потому, что в уме подавляется злоба, ее становится меньше в уме, и, соответственно, нам просто легче находиться вместе с объектом медитации. Then you don't have to find something else within your mind or even outside.
И нам уже не приходится искать что-то вне нашего ума, или вне в уме, или вне ума, нам уже ничего не интересно. But now maybe like okay, we have this. Maybe there's something inside the mind better. Пока что мы пытаемся найти что-то лучше нашего объекта медитации. Типа что-то может быть объект ума или какой-то внешний объект, может есть что-то поинтереснее. Or outside from this area of our body, something better, something more interesting. Может быть что-то как бы в пределах тела или там еще где-то, или вне тела, что-то более интересное. That's why inside our mind as well as outside, even if it's just a sound, we are like, who's that? What is that? What happened? We are like it's like that, no? Like very curious or hungry. И это проявляет себя так, что мы сидим, и происходит какой-то звук, например, снаружи, и ум сразу туда устремляется. О, что там, что произошло? Потому что он очень такой голодный, и ему хочется на что-то другое переключиться, ему кажется, что есть что-то интереснее. So later when the happiness comes, they don't have to seek anywhere else because they are happy. The happiness arises within the meditation object. Но потом, когда мы доходим до стадии, когда у нас возникает счастье, когда мы вместе с объектом медитации, нам уже не нужно отвлекаться на другие объекты, мы естественным образом получаем счастье, соответственно, нам особо другое не интересно будет. But from the very beginning, the meditation object had this characteristic or factor within it, but we didn't allow it to happen. На самом деле, эта характеристика счастья, она заключена в объекте медитации с самого начала, но мы просто не можем, не позволяем самим себе это увидеть. That's why we say we just bring the meditation object, let the mind be with the meditation object, we sit back, relax, just do nothing else. Вот почему мы говорим, что мы просто направляем ум на объект медитации, а сами просто как бы отсаживаемся в сторонку и расслабляемся. When you can stop walking and like doing things, that is also a sign of advancement. You know how to let go. Poking, you mean? Like you poke, you know, what is this, what is that, what is happening, or you want some. During meditation, you mean? During... Yeah. The meditation object or the mind. Вот когда мы перестаем во время медитации постоянно что-то рассматривать, о чем-то думать, в чем-то копаться, да, и мы просто можем расслабиться и сидеть, и просто, просто пребывать с объектом, это вот очередной знак того, что практика продвигается дальше. Then what happens is one main indication of your progress, because we have no other way of knowing, no, for ourselves, how to know. It's like you can stay for some time with the meditation object. И следующий шаг будет, когда мы сможем оставаться какое-то время вместе с объектом медитации. There's no meat or something you can buy and fix, and then the bars or the meters go high, no, saying that your meditation is good now. So we need some method for us also to know, okay, my meditation is working. И, как нам вообще узнать, как мы продвигаемся, да? Вот у нас же нет каких-то, типа, там, приборов или каких-то термометров, еще чего-то, каких-то, да, шкал, по которым мы бы отслеживали, вот у меня, значит, растет медитация, да? Но нам надо как-то отслеживать прогресс. So, from ancient times, it is said, whatever meditation at the basic stages, keep the mind there, let it be until you reach access concentration from here to here. Поэтому с древних времен учение таково. Возьми объект медитации, будь просто с ним, пока не достигнешь сосредоточения доступа. And because you are able to, there are no 5 hindrances anymore. И когда ты сможешь достичь сосредоточения доступа,
больше не будут возникать 5 омрачений. Then in the reverse way, and just to see if you don't want 5 hindrances, then you have to be with the meditation object. The same way, if you see it in the reverse pattern, if you don't want 5 hindrances, okay, from the object, if you keep the mind and come to the access concentration, then no more 5 hindrances. So if you don't want any 5 hindrances disturbing, then what you have to do is you have to stay with the object until you reach that state of access concentration. Поэтому логика обратная, да, такова, что когда мы достигаем сосредоточения доступа, 5 омрачений, 5 загрязнений больше нет. Соответственно, если мы хотим от них избавиться, нам нужно просто пребывать с объектом медитации. So now we come to a stage where the bull or the cow is really close to the post. И вот мы подошли к стадии, когда бык, привязанный к столбу, уже совсем к нему вплотную. So it's very easy to stay even for a longer period of time practicing. И это момент, когда действительно мы можем оставаться как бы в практике долгое время. Even the time passes, you don't feel it much like before. Время проходит, но мы уже не чувствуем его так, как раньше. And then physically also and mentally also you don't feel tired. Физически и ментально мы больше не устаем. So it is like the time now the piece of firewood is starting to smoke. The smoke is coming. Это тот момент, когда у нас наш кусок древесины начинает дымиться. And the bull or the cow didn't have no other food. Now it's like really settling down under the post, really close to the post. Это бык, все, он перестал дергаться, и он просто сидит смирненько около столбика. So the breath will become subtler and subtler and subtler. И дыхание будет становиться все тоньше и тоньше и тоньше. So then the teachers ask you to see there are different stages like Buddha taught after this. После этого учителя учат нас, так же, как и Будда учил, что есть разные, последующие стадии. So our teachers actually said stay like with the object for 3 hours. Вот, например, учитель бханте Метты учил, что на этой стадии нужно оставаться с объектом 3 часа. Without any other mind object coming and disturbing. Без других объектов, которые бы приходили и отвлекали. So we were very honest and we put the effort to make it happen. И мы были очень, честными и открытыми, и действительно прилагали искренние усилия к тому, чтобы это произошло. And I saw many male, female were able to do this. И бханте видел многих мужчин и женщин, которые способны на это. It didn't matter what age or what they were going through or what gender. None of that mattered. What country or anything. На эту способность оставаться, там несколько часов с объектом медитации без отвлечений, на эту способность не влияет ничто. Ни пол, ни возраст, ни там какие-то события происходящие. На это любой способен. Only thing, when we know our mind is, when we identify our own mind, we know how much work we have to put to our own mind. You understand? Like when we really recognize the situation of our mind. Okay, my mind needs some work to be done. Then only we ourselves accelerate. Because I know like how much work. Oh my goodness, it's like wandering like crazy. Then I know this, right? Then I get the understanding, okay, then I have to work on it. Because it is as such. If it's not, I don't have to do so much things, no?
На этом этапе очень важно именно понять для себя, увидеть объем работ, которые необходимо сделать. И это именно то, что ускоряет практику. Да, и когда вы видите, о, сколько же еще нужно приложить усилий, какой же это все-таки все еще взрывной ум беспокойный, сколько же еще его надо успокоить, в этом моменте у вас будут естественным образом возникать силы для приложения дополнительных усилий. It's not like anybody is forced to do something. It's like when you recognize your mind situation, you understand that okay, like some more work has to be done for this to fix it up. Это не так, что вас кто-то заставляет делать, а вы сами начинаете видеть, сколько же еще нужно работы сделать, да, и, соответственно, вот начинаете ее делать. It's like a car, no? When you understand it's not working properly or something, and if you know the way of fixing it, and if you know like there's many problems in that, you start working on it more, no? To fix it. Это так, что у вас есть машина, и она сломалась, и когда вы наконец-то поняли, да, что нужно сделать, и разобрались, что сломалось, вы начинаете работать, и, в общем-то, вам становится по мере продвижения понятно, что сломалось, и вы все больше вкладываете усилий, соответственно, в починку. Or like a sickness, no? Then you need, okay, I need more rest, and I have to take the medicines properly. Или когда вы болеете, когда вы наконец-то понимаете, что лекарства вам помогают, вы начинаете их действительно принимать и в целом серьезно относиться к своему режиму, да, там, больничному, постельному и так далее. То есть, когда вы действительно собираетесь выздороветь, вы серьезно подходите к этому. So when we can stay with the object comfortably, Seattle always asks, like, can you stay with the object comfortably and peacefully? Поэтому вопрос, который задает учитель на этой стадии, можете ли вы оставаться с объектом комфортно, в комфорте и в стабильности. Стабильно и комфортно. A good sign is at least 1 hour. Хороший знак – это 1 час. Бханте, 1 hour without, like just with the object, without any, Yeah, because we were talking like from 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. It's not like we jump to 1 hour straight, no? So yeah, so gradual build up. So a good sign or a state of mind is like 1 hour. Хорошим знаком будет признаком до того, что у вас на этом этапе действительно происходит дальнейшее развитие практики, будет то, что вы можете пребывать без отвлечений вместе с объектом медитации на протяжении часа без отвлечений. Да? То есть мы начинали хотя бы с 5 минут, 10 минут, доводили это там до 25, и вот на этой стадии хорошим знаком будет пребывание с объектом без отвлечений на протяжении часа. But it's a process or a journey that happens like we explained all the way, step by step or gradually. Но это последовательный процесс, да, который мы сейчас объясняли, то есть это не происходит скачкообразно как-то. But people with good parami or who have not like covered with layers in this life, the mind, for them it becomes a very quick journey. Quick? Yeah, quick journey to reach that destination. Но на самом деле люди, практикующие, да, у которых есть определенные парами и у которых, ну, не, в общем, как бы сказать, many layers, ну, в общем, у которых нет каких-то задних плохих мыслей, да, что ли, они довольно быстро проходят все эти пути, все эти, в смысле, стадии, пути, да, они быстро достигают этих стадий. Even if they had past parami, what they do in this life also depends. Но даже если у них уже есть накопленные парами из прошлых жизней, очень важно то, что они делают в этой жизни. If they, the way they lived also depends, and that is the layers that covers. Those are the layers, sorry, yeah? Those are the layers that cover. Потому что то, как они живут сейчас, это очередные слои, которые покрывают уже предыдущие слои. But no use of complaining and just waiting. Но резона жаловаться или просто ждать никакого нет.
And just like we explained before, because it's mind, and all the processes are there to help us. Как мы уже говорили раньше, это ум, и там все процессы все-таки нам в целом-то помогают. If we do the basic needed things, Если делать базовые необходимые вещи, we can reach these destinations. мы можем достичь этих. It's only we are making it difficult for ourselves. То есть на самом деле при правильном выполнении базовых вещей достичь этих целей несложно. Проблема в том, что мы сами себе усложняем практику. So then later, so in Buddha's teaching also of Anapanasati, it's first just said so sato asasati, so sato pasasati. Asasati, okay. You just say just like Bhante said in the Pali. Вот то, что сейчас сказал Бханте на Пали, это как бы такая фраза, которая во времена Будды говорили. Asa means in breath, passa means out breath. Аса означает вдох, пасса означает выдох. Sati means mindful. Сати означает осознанность. So there are explanations in different ways, very interesting. In different Satipatthana Sutta, Anapanasati, there are different ways that showed according to different people also, or situations. На самом деле, что интересно, что Будда для разных людей, и в зависимости от разных ситуаций, как бы давал немного разные объяснения, да, разнообразные объяснения этого феномена. Even Satipatthana, there's a longer version in the long discourses. There's a middle length version in the middle discourses. Даже Сатипаттана имеет свое как бы изложение в длинных дискурсах, да, то есть обширное объяснение, подробное, и в средних дискурсах, где она в сокращенной форме. Those are because of different situations, different people. И это как раз зависит от разных ситуаций и разных людей. But very basically, Buddha asks us to be mindfulness of the in-breath and the out-breath. Но, по-простому говоря, Будда просто просил нас быть осознанным к вдоху и выдоху. So when our mind comes to a more stable state, the teachers or even Buddha ask us, when the mind comes to a more stable state, когда ум уже приходил в свое стабильное положение, Будда спрашивал, и учителя тоже спрашивают. Otherwise, it's difficult to do. Они спрашивают, ну и что, сложно это делать? Okay, it's very simple, like sharpening a pencil, as example. Да, но это очень просто, как точить карандаш. So all the times we had the pencil, and inside there was, what do you call it? Like a black, some kind of mineral, no? Грифель. There's like which writes. Yeah. So there was the wooden part, and inside that was the mineral part, no? Yeah. So the first part is like you sharpen the wooden part and bring up the mineral stick, because first you cannot, no? So it's like the leveling or the settling of the mind. Так что это подобно тому, как мы точим карандаш. Да, если новый какой-то карандаш, надо заточить. Первая часть – это мы просто режем дерево, да, деревянную часть затачиваем и обнажаем грифель карандаша. Да? Грифель, я правильно говорю? В общем, вот это вот, то, что пишет. Then it's... Oh, sorry. Да, это базовая, это вот непосредственно базовые практики. So when you remove the wooden part, later next step is to bring out the mineral part, no? Make it more prominent, bring it out, no? Следующая часть – это обнажить вот этот кончик, да, который пишет, и его как-то заточить. But that can be not just by chopping with the axe or something you cannot do, it will break the whole pencil, right? Но это нельзя сделать просто рубанув топором, да, и оно само. Мы таким образом просто сломаем карандаш.
But for the wooden part, you can use a big knife or anything just to remove the wooden part, no? Для деревянной части подойдет просто большой нож, уже достаточно. Like that, after you remove the wooden part, we go to more delicate parts, like the mineral stick. Таким же образом, когда мы как бы срезали деревянную часть, мы переходим к пишущей части, к грифелю. So this is more advanced than what we were doing before. Но это уже более продвинуто, чем то, чем мы сейчас занимаемся. But now, because we can stay with the breath for a long time, Потому что сейчас мы еще не научились оставаться с дыханием продолжительное время. then next step is like you just recognize if they arise only, long breath in or long breath out. This is like next stage. Next step, yeah. Next stage. Так что следующая стадия, вот, ну, да, мы вот уже обсудили некоторые стадии, и следующая стадия после тех – это распознавание, происходит длинное дыхание или короткое. That is because you can stay with the breath and now you can recognize. Это потому, что мы уже научились оставаться вместе с дыханием, и теперь мы можем распознавать. This is a more subtle but advanced stage. Это более тонкая и продвинутая стадия. So even if we don't feel it, we just keep our attention to the area, and whenever it arises, a longer breath, it could be in breath, it could be out breath, or both. But if it arises only, a person recognizes. Так что даже если мы это на этой стадии не можем почувствовать, мы, по крайней мере, понимаем, что оно появляется, да, мы можем понять, что оно появляется, дыхание. So this is actually called Digangva Asasanto, Digang Asasamiti Pajanati, Digangva Pasasanto, Digam Pasasamiti Pajanati. Это вот Just like Bhante explained. Так называется эта стадия на палийском, да, то, что сказал Бханте, оно вот так называется. So Digangva means long breath. Дигамба. Digangva. Дигамба. Digangva. Дигамба – это долгое дыхание. So Asasanto, Pasasanto, just like we mentioned before, is in breath, out breath. Асасанто? Asasanto and Pasasanto. In breath, out breath. Асасанто – это вдох, пасасанто – это выдох. But here there's a special word at the end. Но тут есть еще специальное слово в конце. It means pajanati, knowing with wisdom. Тут еще добавляется паджанати, то, что означает знать с мудростью. Can you remember in a previous discussion we said this breath shows the process of our thoughts? Помните, мы в прошлой лекции упоминали то, что вот этот рисунок дыхания показывает непосредственно ход наших мыслей. Then, because last Tuesday we were talking this, no? В прошлый вторник мы об этом говорили. And then we said like we'll explain this on Sunday. И мы сказали, что мы будем объяснять это в воскресенье. So we get to know with wisdom why the long breath happens. И таким образом мы можем с помощью мудрости увидеть, почему как длинное дыхание происходит. Because still we cannot see the mind or experience the mind factor separately, no? Потому что сейчас мы не можем увидеть, мы не можем испытать факторы ум, да, как-то отдельно. So when the mind, indulges in either happiness or sadness of some sort, even in the deepest mind, deeper status, sometimes we don't know even. Then that is a reason the breath becomes longer.
for happiness or sadness. И сейчас мы не можем распознать, что когда ум вдается в какие-то глубокие переживания на глубоком уровне, типа счастья или, наоборот, грусти, дыхание реагирует и становится длиннее. Or satisfied, unsatisfied. Или когда ум удовлетворен или не удовлетворен. But in Dhamma, very simply, it just says either somanasa and domanasa. Но Very simple, not all these details, just somanasa, domanasa. в Дhamме просто говорится «соманаса доманас». Somanasa and domanasa. What does it, how it translates? Yeah, just so in just first say just in Dhamma, only two words, somanasa and domanasa. Ну, в Дhamме два слова «соманаса» и «доманас». So somanasa means it is a mind state that is associated with happiness. Соманаса with happiness. Yeah, with happiness. Соманаса – это состояние ума, ассоциированное с счастьем. Not only kusala or wholesome objects, sometimes greed also brings some kind of happiness. Но это не только, не обязательно благие объекты. Это может быть, например, какая-то жадность, да, все, что связано с этим, тоже приносить определенное счастье. But the opposite, domanas, is always associated with anger, frustration, all those kind of negative, very gross things. Very gross things. Доманаса – это то, что ассоциируется с грубыми вещами, там, злоба, раздражение и ненависть. So actually with desires and anger. Доманаса связано, доманаса, да? Доманаса. So no, somanas is associated with desires or loba, and domanas is associated with dosa or anger. Соманаса связано с желаниями, да, с как бы страстью, а доманаса связано с каким-то этими отвращением и злобой. And even physically, we feel comfort and discomfort. И даже на физическом уровне мы чувствуем комфорт или дискомфорт. Because there are minds associated with physicality also. Потому что, sorry, Bhante, there are minds. There are minds associated with physicality. Like one mind, not in plural, yes? No, minds. Yeah, Mind. surely many minds, no? Wait, sorry. Many minds? There are minds associated with physicality because you feel, no? Anywhere, many places, no? Inside, out. Like every time we feel, there is a different mind. Just use the S and say. Yeah, just it's plural way. In Russian. Before I send this coffee pot to you. Okay. Then you'll get many minds. Sorry, no, really, it is important because in Russian it's different. Есть, в общем, у нас возникают разные умы, ассоциированные с физическими ощущениями, как бы вот так можно, умы, в общем, которые ассоциированы с физическими ощущениями. So when you feel discomfort or even comfort, the breath becomes longer. Поэтому, когда мы чувствуем комфорт или дискомфорт, дыхание становится глубже. This also, when you're meditation, you can identify or recognize with wisdom. Поэтому на вот этих продвинутых стадиях мы можем уже распознавать с помощью мудрости, когда у нас какое дыхание и с каким это связано умом. But this only if they arise only. Но только если они возникают. Otherwise, the practitioner is just asked to keep the mind within this area we selected. Во всех остальных случаях практикующий продолжает оставаться вот в этой области между носом и верхней губой. Then the next stage is like subtle breath.
Потом следующая стадия – это тонкое дыхание. So then you start slowly sharpening up the mineral part of this pencil. Это можно сравнить с тем, когда мы уже затачиваем непосредственно грифель, да, острым его делаем. This has to be done even more carefully because you don't want to break it, no? Than removing the wood or bringing up the mineral part of the pencil. Здесь уже надо действовать с осторожностью, да, острым ножичком, чтобы не сломать грифель, да, или как-то не потрескать его. So this is called rasangva, short breath, rasangva. Это то, что называется расанва. Asasamiti and pasasamiti, like in breath, out breath. Короткое дыхание. Asasamiti and pasasamiti. Асасамити и пасасамити – это короткий вдох, короткий выдох. And this also has pajanati in the end. И это тоже имеет в конце паджанати. At the end of the sentence, they have the word pajanati. Asangva, asasanto, asasamiti, pajanati. Yeah. Like pajanati, knowing with wisdom. Knowing with wisdom. В конце этого предложения, да, как бы в конце этого поучения есть слово паджанати, которое означает видение с мудростью. So then what happens is because the mind is now settling down. Почему это происходит? Потому что ум успокаивается. The breath becomes subtler and subtler. Дыхание становится все более и более тонким. Like those meters of the vehicle, they don't go very too much, no, like before. И стрелки спидометра уже не, значит, не это самое, туда-сюда не колышется. So that is because the mind associates with equanimity or the middle one. Not desires, not anger, but equanimity, the middle one. Between one end is like desire, no? I like that, I like this, no? Or lobha. The other side is the opposite, no? Anger. But there's like something in the middle of it, right? Which is not either desires, not either anger. This is called usually there's a different mind also for different name, sorry. But you can it's in this Anapanasati, because the mind is now settling down. It is associated with equanimity, actually. Equanimity, upekha. Okay. На этой стадии ум начинает пребывать в равностности упека. И он не впадает ни в одну из крайностей, не впадает в страстные желания лоба, он не впадает в ненависть и отвращение доса, а он находится в невозмутимости и в равностности. So this is a more advanced stage than the previous one also. Это уже более продвинутая ступень по сравнению с предыдущей. And the practitioner starts feeling this. И практикующий тоже начинает это чувствовать. Then the mind and the body, like it's not like in a fast race or something like before. И его ум и тело больше, не в такой вот горячке, как будто они в какой-то гонке. It's like the vehicle slowly slowing down now. Это как будто наша машина начинает замедляться. And through the observation of the breath, one can know also. И через осознанность к дыханию, через созерцание дыхания мы можем об этом узнать. And then we go to the next stage. И потом мы переходим к следующей стадии. That is, each in-breath, you know the beginning, the middle, and the end. Each in-breath, you know the beginning part, the middle of that, the end. Each out-breath,
you know the beginning, middle, end. И вот Okay? на следующей стадии мы замечаем начало вдоха, середину вдоха и конец вдоха, и также начало выдоха, середину выдоха и конец выдоха. So this is like this. Now the mineral part, you slowly sharpen it up, then you can start writing with it, no? So you do it more carefully, and you have to be more precise, with a more sharper blade, maybe a razor blade or something. You slowly sharpen it without breaking the tip. Now no wood, you brought the mineral, now slowly started sharpening it. Now you make it to a fine tip or something. Это подобно тому, как мы уже совсем занимаемся острием нашего грифеля на карандаше и очень остро его затачиваем. So at that time the mind is more powerful and very sharp also to know the in-breath, beginning, middle, end. Out-breath, beginning, middle, end. И это то время, когда ум становится очень острым и очень мощным. И он как раз, когда он такой острый и мощный, ему видно, как дыхание начинается, продолжается, заканчивается. И вдох начинается, заканчивается. Вдох и выдох, в общем, начинаются, продолжаются и заканчиваются. So first we could not even know our breath. No? Now here we are, even more subtle. We can even know the 3 stages of that breath. Before we didn't even know, the mind was wandering, no? И до этого мы даже не могли вообще пребывать с дыханием. А на этой стадии мы уже знаем такие тонкие вещи, как у нас начинается дыхание, продолжается и заканчивается. So in this, the last part, it says sikkati. It И says sikkati. в последней части она называется сиккати. So that means the mind becomes restrained. You know, restrained, like how to say, the restrained is not a proper word of sikkati, yeah? Because it seems like tied up or something. Not like that. Because of this, because it comes through wisdom, no? And there's a process that happens to set, really you feel they get the experience. And because of this reason, the mind is in a very calm state. It doesn't want to dance around. It has like natural restrainment. I don't know a different word to say. If you have a better word, please use that. Because restrain means you like tie a person and keep also, no? But it is not that like that. It's like because of this understanding and the experience, you come to a state that is like you don't need nothing no more, or do this, do that, or jump around. So sikkati is to learn, to train, and Google says sikkati is what is this? Well, yes, basically restrained somehow. Yeah, but that is very wrong in a very gross way. But here, because we are talking about the practice, no? And it's settling down, you get the experience, you feel very much better now, very comfortable, peaceful. And because in that aspect or that reason, you don't need to like dance no more. In that aspect or reason, you are settled down. Okay, so Okay. сикати переводится, ну вообще в грубой форме это переводится как бы сказать, ну такое. В общем, лучше всего это перевести как именно привычка такая, что ли, или даже сдача, в общем, когда мы вот именно сдаемся, именно приучаемся, когда ум, имеется в виду, сдается и приучается, и становится полностью таким тренированным, прирученным, как бы, может быть, приручение, хороший термин. В общем, когда это уже, но это не связано с каким-то насилием
нам больше не нужно его принуждать к чему-то, он естественным образом, да, приручается, и как бы он же не интересуется какими-то другими вещами, объектами или еще чем-то, он естественным образом пребывает субъектом медитации и становится таким послушным, естественным образом, в общем, очень таким, как бы, да, гибким, послушным, прирученным становится. And then this reduces into such a level that a person may not even feel the breath anymore. И это доходит до того, что человек уже может даже не чувствовать дыхание, перестает чувствовать дыхание. So actually this takes the person to the next level. Это переносит человека уже к следующей стадии. So then this is the time the fire starts building. Вот это уже то место, откуда начинает огонь появляться. And not only that, the bull or the cow has really, without anger or anything, like is really relaxed and sitting very close to the post. Это когда бык уже отпустил злобу, расслабился и спокойно сидит около столбика. And Sayadaw and all, they teach as unification process. Саяда учит это, говорит об этом как процесс unification. Like becoming one, like one. Процесс... The mind and the object becomes one. Окей. Это Саядаджи говорит об этом как о процессе объединения, такого слияния, когда ум и объект объединяются в одно. Then before that also there are many signs that appear in the mind. Ну, до этого, да, происходит много знаков, по которым мы можем ориентироваться. It becomes more peaceful, more happy, more bright. Он становится более спокойным, более счастливым, более ярким. And there are different mind objects that start appearing in different stages. И там появляются разные умственные объекты, да, на разных стадиях, которые нам отвлекают. So from the practitioner's experiences, we can know what is really happening to them. Поэтому из опытов многих практикующих мы действительно можем понимать, что происходит на разных стадиях. But none of this cannot be artificially created. Такого как бы искусственно не выдумать, не создать. But when a person is telling, this happened to me, this is now what when I'm practicing, this is what happens. Это вот когда человек сам приходит и искренне рассказывает, вот то, что со мной происходит сейчас. Then you know this person is on this amount of, they have covered this amount of on the path. И таким образом можно понять, ага, вот этот человек прошел уже вот столько-то пути. Because that process is the same for everybody. Этот процесс, он на самом деле один и тот же для всех. From that we can know where we are, how far we came, and how much there is to reach the destination. Из этого процесса мы знаем, где мы находимся, как далеко мы прошли, да, и сколько еще осталось до нашей конечной цели. So actually the breath disappears. Also Buddha had taught it. There's two verses that is covering that part also. Sorry, come again? In Buddha's teaching, the part that the breath disappears, also he explained in two verses, according to Anapanasati practice. Вот эта часть практики, когда дыхание пропадает, Будда описал в двух строках. I'll just tell the Pali words, then you just say Bhante, as Bhante told. Бханте сейчас это скажет в двух пали, на пали. It says Pasambhayam Kaya Sankaram Asasissamiti Sikkati. Pasambhayam Kaya Sankaram Pasasissamiti Sikkati.
Вот так. Yeah, so then in that last part also, they find restrainment naturally, not forcefully. That's better, no? They find restrainment naturally to the mind, not forcefully. На этой стадии практикующий находит, обуздывает ум естественным образом, без применения силы. And it happens because of the containment, right? Okay, let me... Oh, mind is satisfied. It doesn't need no more or something else. Как это происходит? Это происходит из-за того, что ум удовлетворен. И вот это удержание ума, да, естественным образом происходит, потому что ум сам не хочет никуда вовлекаться. So this is another stage we know, okay, our practice had advanced. И вот это очередная стадия того, что мы понимаем, наша практика продвинулась. But don't worry, for all this to happen, we just have to keep our mind in the mental meditation object only. Не волнуйтесь, для всего этого нам достаточно просто пребывать умом с объектом медитации. It's like you buy a train ticket and or airplane ticket, and when you're seated without dancing and trying to escape, you pass these things. Это подобно тому, что вам, чтобы куда-то добраться, достаточно просто купить билет на поезд или на самолет, сесть и просто ничего не делать, не танцевать, не плясать, не бегать, и вы тогда спокойно доберетесь. You already have the ticket. You just have to sit on your seat and stay. Without trying to jump away from the roof or the windows. Билеты у вас уже есть. У вас уже есть билет. Все, что вам надо делать, это просто сесть и спокойно ехать. Но мы постоянно пытаемся выпрыгнуть из окна или залезть на крышу, или еще что-то выкинуть такое. Otherwise, you'll have to again get on board another train or another flight. А потом, когда мы выпрыгнули уже из самолета, нам приходится опять искать новый самолет, в него садиться и, в общем, все заново проделывать. But like little monkeys, if you run away from that again, you'll have to get on board to the next train or the next flight. Мы подобны маленьким обезьянкам, которые садятся на поезд, едут, потом выпрыгивают на середине из окна, потом ищут новый поезд, опять садятся, опять выпрыгивают из него там. So these are experiences while we are just relaxed and observing. This will be experience we meet. Так что это просто тот опыт, с которым мы сталкиваемся, пока мы созерцаем дыхание. Then the next phrase will be, then it's called the Patibhaga object. Следующая стадия уже после этой называется Patibhaga object. Объект. Patibhaga объект. But before that also there are signs that appear. Но и до нее появляются определенные знаки. But none of these can be forcefully or brought up. None of this can be forcefully brought up. It happens naturally. Ничего из этого невозможно придумать. These are natural things that happen, and they are like indications of our mind, or signs, or like how to say byproducts of our mind. Okay. No, they are like you are looking into a mirror. Then it shows the reflection, no? Это подобно тому, мы смотримся в зеркало и видим отражение. Likewise, these signs are ones like showing the stability of the mind, the purity of the mind. Это также эти знаки нам показывают стабильность ума и его чистоту. So that's why we are not running after lights. After lights? Yeah, like the lights that appear in the mind. Colors, lights, none of that. В уме могут появляться разные цвета,
свет какой-то, еще что-то, но мы за ними не гонимся. That's why people like most venerable Achancha said, if you are practicing meditation to find lights inside your mind, my torch also has lights. You don't have to practice meditation. You can just look at the torch, no? Аджан Ча говорил, что если вы цепляетесь ко всяким разным свету и разным цветам во время вашей медитации, то, ну, вот у меня есть фонарь, он тоже свет излучает. Ну, вы воткните его себе в глаз и смотрите, как бы что-нибудь. Because that is just an indication or a byproduct. То есть на самом деле вот эти различные появляющиеся свет и цвет, они это просто, ну, как бы индикаторы, просто субпродукты, побочный продукт. So the worst thing that can happen is if you focus on that, your meditation practice collapses. Так что худшее, что может произойти, если вы фокусируетесь на вот на этих вот побочных продуктах, то ваша медитация может просто, ну, нарушиться. Just like people running after Piti Sukha. Так же, как люди, которые начинают гнаться за счастьем и радостью. It's like you get a little bit of milk and kill the cow. Это подобно тому, как вы подоили корову, получили с нее немного молока и убили ее просто. But if you take care of the cow very well, it will give or she will give you milk, no? Consistently. Но если вы продолжите заботитесь о корове, она вам продолжит давать молоко. Likewise, like if you take care of the practice, so just be with the practice, you will get more and more of these indications. Так что просто нужно заботиться о практике, и практика будет приносить все больше и больше разных, ну, так сказать, индикаторов правильности. Because if you focus on Piti Sukha or lights or any kind of those things, perception can make an experience that is very similar. Perception. Если, потому что гнаться вот за этими непосредственно побочными, да, то есть индикаторами, то восприятие может... You mean like fake them, yes? Wait, we'll come to that. Just say this. Perception. Perception, yeah, just perception, what it does? No, just we talk about that next. Just say the word. Yeah, like what to say? Just say the perception makes a similar kind of experience. Окей. Восприятие делает подобные, подобные типы, ну вот подобный опыт, подобные вот такие вот эффекты. And what does perception do? It is come on, no? I'm spoiling the surprise, no? And what does the perception do? It is like a mirage. It looks like water, but there's no water there. Perception. Buddha called perception a mirage. Because it looks like water, but when you go there, no water at all. Восприятие работает как мираж. Да? Будда называл восприятие миражом, потому что оно создает видимость воды, но на самом деле там ничего нет. That's why after the true experience of light or Piti Sukha, later experiences will be through perception. So it is not the real thing, fake. Так что первый раз вы можете испытать во время медитации свет и счастье, и радость, а вот если за это зацепиться, то потом восприятие может искусственно, то есть как бы подделывать это ощущение света и счастья, и радости. Oh, it looks like the real thing, but when you are there, it's not the true thing, it's false. Оно даже может выглядеть как настоящее, но когда вы действительно это испытываете, там ничего нет, оно искусственное. And the worst part is, because you're focused on something else, your whole practice collapses. И хуже всего то, что так как вы фокусируетесь на чем-то другом, вся ваша практика рушится. It's like those pieces of wood getting cold. Это как если ваши палки для разжигания остывают. And you fall many steps back.
И you вы fall. откатываетесь на много шагов назад. Then you have to recover that amount and then go forward. Поэтому придется восстанавливать то, что уже было, и только потом двигаться дальше. So then, in the first part, there is the mind starts lighting up, or the darkness slowly removes. Уже на последних стадиях тьма рассеивается и проявляется свет, начинает проявляться свет. This is called parikarma nimitta, parikarma nimitta, parikarma object. Это то, что называется парикарма объект, объект парикармы. Then in the middle part of the journey, it becomes more lighted up. Так что уже где-то в середине нашего пути он становится более светлым. This comes with the happiness, peace, the stability of the mind. Это приходит с счастьем, радостью и в целом стабильностью ума. This is called the uggaha object. Это то, что называется Uggaha object. Then later, because now mind is settling, the breath also disappears. Oh, this object comes very powerfully. И потом, потому что наш ум успокаивается, этот объект становится очень мощным. This is another advanced stage on the journey. Это еще одна продвинутая ступень. And the experiences start happening faster and faster. И вот эти различные опыты, экспириенсы, да, какие-то, в общем, события происходят все чаще и чаще. Not only that, you can stay with those experiences the whole meditation time. Но не только это, а в целом вы можете оставаться с этими, как бы, в общем, вот с этими переживаниями продолжительное время. You don't feel tired at the end also. И более того, вы даже не устаете к концу. Because we are working with a wholesome object, kusala object. Потому что вы работаете с благим объектом. And then, even if you want, or even if the bell rings, you can even stay more, if you like. И даже более того, потом, по мере вашей возможности, даже когда уже будет звонить как бы звонок, да, об окончании медитации, вы все равно будете оставаться с этим объектом. And you know, like it was not difficult. And you can even stay, even 1 more hour, even you can stay more. You know, just. И вы будете просто знать, что это на самом деле легко, и вы сможете запросто оставаться еще 1 час также. Sometimes when you used to do sports and all, you say, no, like, oh, I could even run like another round even. I could, no? You not necessary, but you know, like you still had more stamina or energy, no? Это как если мы занимаемся там, бегаем, например, да, и мы пробежались и чувствуем, что мы могли бы еще столько же пробежать, да, мы как бы чувствуем эту в себе выносливость, да. И тут также, то есть даже если мы будем чувствовать, что мы можем еще гораздо больше. Without any other extra difficulty, or not extra actually, without difficulty, or like without extra additional effort. Без каких-то дополнительных усилий. Then still the mind is not to the highest level of stability. Но это все еще не высочайший уровень стабильности ума. Because this Pratibhaga object, it also, before it was the mind and all, no? Now the Pratibhaga object comes from here, goes from there. Потому что этот Патибага объект, он приходит оттуда, уходит туда. Or the light increases, reduces. Или свет, он увеличивается, уменьшается. Sometimes change, just it's shades. Иногда переливается как-то. So that is also indication still the mind is not 100%
settled down. Это тоже индикатор, что ум еще не на 100% успокоился. Or sometimes arriving from this side, going from the other. Yeah, Или really. иногда это бывает так, что там с одной стороны прилетает что-то, вылетает с другой стороны. But at this stage, however much the practitioner tries to focus on the breath dries out so quickly, maybe just few seconds or few minutes or maybe less than 1 minute even, no? The breath just disappears. You're totally focused, everything, comfortable, peaceful, all that, but the breath disappears so fast. Но на этой стадии дыхание пропадает очень быстро. То есть вы полностью сфокусированы, вы суперкомфортны, и вы на объекте, но дыхание просто само по себе появляется и очень быстро пропадает. But still the teachers say, be with the breath. So you try, no? На этой стадии учителя продолжают настаивать, пребывай с дыханием, пребывай с дыханием. Even if you go and tell, oh, this happened to me, like now the breath dries off so quickly, but still they say, like, try to be with the breath, or at least the area you are focusing on. И на этой стадии вы можете своему учителю говорить, ну все, я уже вот сижу, и у меня дыхание просто пропадает моментально, оно только появляется, сразу исчезает. И тогда учителя отвечают, что все равно продолжайте, по крайней мере, находиться вот в этой области, где появляется, исчезает дыхание. Then you wonder why, like you go and tell your experience, but still they ask, then you think, why are they still asking you to be with the breath? И на этой стадии удивляешься, типа, ну почему, зачем мне продолжать оставаться с дыханием? Уже столько разных происходит как бы переживаний, да, и дыхания уже практически нет. Почему мне нужно с ним оставаться? That is because of trying that or being with that, that is the reason these all are happening. Но это именно потому, что мы продолжаем оставаться с дыханием, все вот эти переживания происходят. That's why it's Anapанасати, no? То, что почему называется медитация Анапанасати, да, осознанное дыхание. So now, though we don't see the breath, we came all this distance by focusing on the breath. Так что на этой стадии, даже несмотря на то, что уже дыхание практически не распознать, мы все равно прошли весь этот путь, фокусируясь именно на дыхании. But here now, no chance. Like when you do day-to-day things, there's like some light or the breath, you can feel it very easily. When whatever you are doing also, it's always with the breath. Not only practice time, the other day-to-day activities time also, it's always with the breath, and there's even light. И вы приучаетесь быть постоянно с дыханием, что бы вы ни делали в обычной, не только во время сидения, а просто в обычной жизни вы постоянно находитесь с дыханием, и даже более того, свет постоянно как бы присутствует тоже. And then even if you think something good, this light becomes very powerful. Even not when you're not like just doing ordinary things. If you think some good thing, I should help this person or do some good thing, no? If you think, this light becomes very powerful. И более того, когда вы как-то у вас появляются благие мысли, типа нужно помочь этому человеку, что-то сделать хорошее, то этот свет увеличивается, он становится мощнее. And it's like always, it's like one of our pets, no? Like always going around, always near us. Это он становится, дыхание становится как будто наш питомец, он постоянно вокруг нас вертится. And some pets, they're like always just like waiting for you to sit down. Then they also can jump onto your lap or close by, and they also want to stay. Likewise, it's like the object is like hovering around you or near you, waiting for your next sitting. И это так же, как с питомцем, который только ждет, что вы сели куда-то, и он сразу к вам запрыгнет на коленки. Также
Yeah. Дыхание постоянно да, только и ждет, пока вы сядете, и оно сразу начнет, как бы, ум сразу начнет фокусироваться на нем. Then soon as you sit, oh my goodness, this light comes very powerfully. И вот вы начинаете видеть, что этот свет становится очень мощный. Then when you go and tell your teachers also the experience, you tell, no, I try to be with the breath, but it doesn't happen no more. This powerful thing comes on again and again. И тогда вы говорите своему учителю, я не могу находиться больше с дыханием, потому что постоянно, как только я сажусь, у меня возникает этот мощный свет. Then the teacher advised the practitioner, okay, and then you focus on the light. И вот уже на этом этапе учитель говорит практикующему: хорошо, вот теперь переходи и как бы фокусируйся на свете. But still you come from the old way. You try to come to the breath, and then this comes, the breath disappears within a few seconds maybe, and then this experience comes powerfully. So you have no other option. So you just be with the object. Так что но все равно начинаем мы с дыхания. В любом случае просто оно за несколько секунд исчезает, и возникает свет, и мы уже переходим к свету. So this is a more advanced stage. Но это уже более продвинутая ступень. So now, like, we are very far from like being with the breath or disturbance in the mind. It's like really becoming more and more solid and Поэтому stable. на этом этапе мы уже действительно далеко от каких-то отвлечений ума или каких-то его раздражений. Вот, то есть ум становится очень-очень стабильным. And then even the object that was waving, coming from here, going from there, powerful, reducing, that also stops now, slowly. И the object. Yeah, the object we are now focusing on, that also before it was coming and going, the power. We were focusing on the light. So. Yeah, that's what I'm talking about. Okay. So before it was reducing, getting low, then like coming from this direction, going from that, there were shades. It seems like changing. И вот этот объект, да, то есть свет, который раньше у нас был, там, то влетал откуда-то и вылетал с другого места, то моргал как-то, пульсировал, там у него тени были какие-то, он там переливался, еще что-то. А у него это все пропадает, и он становится стабильным. Then it becomes like more powerful, like, sorry, not more, it becomes like daylight. It becomes very bright and shining. И этот свет, он становится подобным дневному свету, очень светлый и очень яркий. Till you relax, you don't do nothing at all, and you just watch. И на этой стадии вы просто расслабляетесь, вы ничего не делаете, вы просто смотрите. And at that time, access concentration is there. И в это время вы знаете, что концентрация, сосредоточение присутствует. But the teacher asked the practitioner to stay more and more and more and more and more there to make it more and more stable. Но учитель продолжает настаивать, чтобы вы продолжали оставаться вместе, все больше и больше и больше. But at that time, the practitioner, they are very comfortable. They can stay, and it's like a big pleasure, for them to stay with that. В это время практикующий, ему очень комфортно, и это очень большое удовольствие, большое приятное переживание этого. So
the destination or the journey for that state is done. Так что, как это называется, Destination. в общем, цель этой стадии пути, этого отрезка пути, она достигнута на этом этапе. And now no five hindrances attacking the mind. На этом этапе 5 омрачений не могут атаковать ум. This all happened because in each stage we just were trying to be with the meditation object only. At the different stages also, same thing, same process. И эти, несмотря на то, что это разные стадии, да, через которые мы все проходим, на каждой стадии мы делаем ровно одно и то же. Мы просто остаемся вместе с объектом медитации. Then, if we are lucky, or if our parami is good, or concentration is very good, Ну, потом, если нам повезет, и если у нас развиты парами, если у нас развита концентрация, then what happens is, for the practitioner, this light, it seems like suddenly the light comes and follows the practitioner, or it seems like the practitioner is jumping inside the light. Потом то, что происходит, это свет поглощает практика, поглощает, или как будто практик ныряет в этот свет. And the practitioner is totally covered by this light. И практикующий просто полностью покрыт этим светом. It's like a room for the practitioner. It's just like a room covered with all this, as if this person is now inside that. То есть это для него ощущается, как будто он находится вот в комнате, залитой этим светом, и это все вокруг него светит. And at this stage, maybe the sounds for many, the sound also stops. Hearing sounds. Для многих на этой стадии звуки останавливаются. If you could put a person inside milk, this is the example over here. That is horrible, right? So if you could put a person in milk and defreeze this person, not allowing these people, if you cover this person with milk and put this person in a deep freezer, and everything becomes super solid, and this person cannot move a hand or anything and hear nothing, open the eyes, nothing, but yet feel super comfortable, super peaceful, super happy, or a practitioner kind of feels like that. Это подобно тому, это подобно тому, как практикующего заливают молоком и ставят в морозилку, и вот он сидит полностью в молоке. Вот, и в этом. Но ему очень хорошо, ему супер комфортно, супер приятно, супер как бы спокойно. Вот, такое состояние. So then this first experience happens naturally. Вот эти переживания, они происходят естественным образом. Then it keeps on happening again and again and again. И потом это продолжает, это постоянно происходит снова и снова. After the kasinas, we'll talk about the jhana. Okay? И после касины мы поговорим про джаны. We talk, like at some point after we finish the kasina practices, we talk about the jhana. Later. На определенном, после того, как мы закончим разговор про касины, мы будем говорить про джаны потом. And in another discussion, we talk about immaterial jhanas also. И у нас будет еще отдельная дискуссия про нематериальные джаны. But through Anapанасати meditation practice also, a person can reach the fourth jhana stage. Но даже с помощью Анапанасати можно достичь 4-й джаны. So when this happens to the practitioner, and when the practitioner tells the teacher, Но when this experience happens,
Когда это происходит с практиком, и он рассказывает об этом учителю, and whenever they try to practice, they go to this state, и это like должно solidified state. Это должно быть так, что практик каждый раз, когда садится практиковать, он входит вот в это вот состояние, да, вот этой полной вот такой вот погруженности. Then the teacher asks the practitioner, because now there's like powerful light, no, like daytime, very powerfully. So one time for 1 hour, one time per 1 hour, they are asked to slowly put their attention towards the heart region. И учитель просит практика, после того, как он убеждается, что у практика каждый вот этот вот медитационный экспириенс такой, да, когда вот он вот весь покрыт светом и так далее, учитель говорит практику: хорошо, теперь один раз за час, единожды в час пробуй переносить внимание в область сердца. So this seems like you have this powerful flashlight or headlight focused on your face. And this same, if you just keep it downwards, and if you look down, you feel it coming from downwards. You understand? If there was a flashlight focused on your face, it was so powerful. Think the same flashlight, if you keep it on your chest area and look down, you can now see it coming from below. Это подобно тому, как вот представьте, что у вас есть огромный такой фонарь, который вам светит в лицо прямо. И тут вы этот фонарь переносите как бы, да, вот в область сердца, так, чтобы он светил снизу, как бы подсвечивал. And this time, the teacher asked the practitioner to check that mind and check for the jhanic factors, get to know them. И вот когда мы так, после того, уже как мы это делаем, учитель просит как бы jhanic factors. Посмотреть вот этот ум на наличие факторов джаны. Then only you really start recognizing vitaka, vichara, priti, sukha, ekagata. И вот только здесь вы начинаете замечать вот это витака, вичара, пити, сука. That's why when people now say like, oh, I felt piti, sukha, all these things, nah, not yet, don't be in a hurry. Так что люди зачастую сейчас говорят на промежуточных вот этих начальных стадиях, да, о, у меня там вот пити, сука, у меня там это. Нет, ребята, не торопитесь, все будет потом. That's why sometimes we discuss like, wait, don't be in a hurry. There's much more in store for you. Поэтому учителя зачастую говорят, не торопись, там очень еще много всего припасено для тебя. This is just like a drop of honey you just tasted, but the whole hive is there. Говорится, что вы попробовали просто каплю меда на вкус, но там целый, как бы, этот самый, сказать, в общем, там целая бочка меда ждет вас. So later you correctly identify, oh, this is vitaka, this is vichara, this is piti, this is sukha, this is ekagata. Так что позднее вы правильно определяете, это витака, это вичара, это пити, это сука. So every 1 hour, one time, the teacher asks the practitioner to have a dip towards the heart region and check for the factors. Так что учитель просит раз в час опускаться в область сердца умом и как бы находить там вот факторы джаны. So it is then like you have this pocket and you have like 5 pens. 5 pens. You have this, some people, you know, in the shirts and all. Ladies also have, right? So anybody, you know, like if they have a pocket here, and there are 5 pens. One pen is golden color, one is red, one is blue, one is green, or some black. 5 colors, no? Many 5 colors. So there are. So you are okay. Это как у вас есть нагрудный кармашек, в котором 5 разноцветных ручек
там, золотого цвета, синего, красного, зеленого, желтого. So then you identify, oh, this is the black one, this is the blue one, this is the yellow, or the green one, the red one, like that. You understand the 5 pens, or just like 5 pens. This is just example. Да, и это так, как если бы вы смотрели туда и видели, ага, вот у меня есть такая ручка, такая ручка, такая ручка, такого цвета, их всего их 5. So think this is just even before Paramatta or Vipassana, none of that. И это все происходит задолго до параматхи, випассаны и всего такого. That's why don't just believe or speculate when people say, oh no, you don't need this, you don't need that, it's useless, no? Or you'll get stuck here. Just don't believe because people are saying. Так что многие люди говорят, о, ну это все не надо, это все лишнее, это вам не надо, это вы тут застрянете, тут вы будете залипать. Но не надо просто так верить им, да, что они так говорят. And some people have not even tried them. They are just speculating. Многие люди даже не пробовали это все, они просто спекулируют, они просто так как бы... Or like parrots, they are saying something they heard from somebody else. No? Parrots? Yeah, like parrots repeat, no? The same words. Или они подобны попугаям, которые повторяют, не понимая смысла. Because when you come to those stages, your mind state is different. Потому что когда вы пребываете в эти состояния, ваш ум совершенно другой. You can think better, you are more peaceful, you are more calm. Вы лучше думаете, вы более спокойны, вы более умиротворены. Because the 5 hindrances are not attacking you like mosquitoes or leeches or like, how to say, caterpillars, no? 5 загрязнений больше вас не грызут, как гусеницы пожирают там или какие-то, или пиявки какие-то, когда у нас. Больше у нас этого нет. Before they were bringing all the germs and like flies or mosquitoes or caterpillar, no, or leeches, all is coming. You have to first, you don't care. You let them drink all the blood and you get sick. And no, oh, I like it. No, I like malaria or something. No, but then no, just no, because we thought that was right. 5 омрачений приносят тучи комаров, каких-то мошек, каких-то мух, слепней, пиявок, и они все присасываются к нам и сосут нашу кровь. Но из-за того, что мы не понимаем, как с ними обращаться, и что они нам приносят вред, мы даже можем говорить, ну, а мне вообще-то нравится, это даже вроде бы прикольно, да, неплохо, малярия там какая-нибудь, интересно, но это потому, что мы не понимаем, что это на самом деле вред. Because we thought before like getting that sickness is the right thing, no? Being angry is the right thing. Being like very lustful or something like that was the proper thing, no? It's like getting malaria and we didn't know anything else. So okay, we should get malaria, no? Or dengue. It's like that, right? Это как, потому что мы не знали как бы ничего другого, то нам раньше казалось, что это нормально испытывать вот эти болезни. Нам казалось, что это нормально злиться, это нормально там, да, испытывать вот эти разные вещи. Мы даже не думали, что это можно, оказывается, их не испытывать. Да? Это так, если бы мы родились там, с малярией или лихорадкой Денге, мы бы и не думали, что, оказывается, можно не болеть. When we are sad, we have to listen to sad things, we have to see sad things. Not only that, my family, my doggy, my cat, everything, everybody has to be sad, right? We thought like that, no? Более того, мы думали, да, если мне грустно, значит, всем вокруг должно быть грустно, моей семье должно быть грустно, собаке должно быть грустно, кошке, всем должно быть грустно. But later when you understand it is not, you try to chase away, you send away the flies, no? Or remove the mosquitoes. You know, Но this is bringing disease, no? потом мы учимся как бы избавляться от мух, москитов и всех пиявок. But when they are not even attacking, when they are no more, my goodness, you feel a different kind of mentality and a big comfort, a new experience in this life. Поэтому, когда все мухи и комары исчезают, больше вас не кусают,
О, это вообще по-другому ощущается, совершенно другое ощущение жизни. And you understand what were we like fighting for, what were we looking for, what were we searching for. И мы понимаем, и удивляемся вообще, что я там искал, что я там хотел найти, за что я там боролся вообще. Without all that difficulty or effort, oh, this is so peaceful, this is so happy, fine, comfortable. Вы пребываете без всяких трудностей и без всяких усилий в чем-то таком, что очень умиротворяюще, и очень комфортно и очень счастливо просто. These are not my words. These are like Buddha's words. He said, "Etan santang, etan panitang." No? Oh, it's so nice. It's so peaceful. Это не Бханте нам, это сам Будда говорил. Это так здорово, это так умиротворяюще. So yeah, there are many examples given by the Buddhas for this. И там много примеров, которые Будда приводил для этого. So then what happens is there are things called five masteries. Five masteries. Master means you become very talented, like a master of something, no? И есть еще такая вещь, как 5, ну так, конечно, не говорят на русском, но я скажу, 5 мастерств. Это 5, так сказать, разных умений, в общем. Like master's degree, no? Yes. 5 разных вот таких умений, в общем, 5 уровней мастерства разных. So, some people call like PhD, permanent head damage. so like mastery, so that means you are very skillful and you know a lot of what is about that topic, no? Когда вы становитесь мастером, это что значит? Что вы очень двинуты в этом, и вы очень хорошо знаете предмет. And then likewise, about this mental state, there are 5 masteries to perfect it. И вот то, что касается ментальных вот этих состояний, есть 5 уровней мастерства, которые можно вот отточить. That means now you can determine and stay in this stage for any time period. Например, вы можете That comfortable, solid mind state. Now you can like determine. I'll come to what are the other things. You can stay. If I want to stay 1 hour in that state, I can stay. Вы можете, есть один из уровней мастерства, вы научитесь как бы настраиваться на пребывание в этом состоянии там определенное время. Например, вы можете сказать, вот сейчас я зайду и буду пребывать в этом состоянии определенное время, например, час. И вы действительно заходите и пребываете в этом состоянии час. Now at this time, the bull or the cow is very tame. В это время вот этот бык, да, или корова очень уже становятся прирученными. You don't have to even tie it anymore. Вам уже даже не нужно его привязывать. So it is like it would try to help us. Always, you need to plow the field. Okay, I'll take the tool and put on myself. There are no. I saw like one video. So the water buffalo is like putting the thing onto its own neck. And a worker is also putting a identity card like that. Well, no, like keep that in. Okay. И это подобно тому, как бык уже, мы можем уже пахать на этом быке, да? Этот бык становится уже достаточно прирученный, чтобы на нем пахать. И более того, этот бык сам уже как бы просится в ярмо, да? Вот Бханте говорит, что он даже видел такое видео, где действительно вот это что называется, водный буйвол, да, ну, это распространенный там такой буйвол в Азии, он сам действительно может просто подойти и надеть это ярмо, чтобы пахать. So even the fire now you can use for cooking,
any good purpose you can use, because the fire is now getting warm. Anything, you can use the fire. Или с аналогией с огнем вы можете использовать этот огонь, который вы развели, чтобы что-то приготовить или согреться, да, потому что это уже он становится полезным. You can even burn bricks and make a house even. Более того, вы даже сможете на нем обжигать кирпичи и строить дом. So now everything is like in proper order and functional. То есть на этой стадии все становится в правильном порядке и функционально. So there are 5 masteries, five things. You perfect. Есть 5 вещей, которые оттачиваются, которых можно достичь мастерства. So soon as we come through the breath, you use the same passage because it's anapana, no? Это мы все еще говорим об анапане, да, мы все еще проходим через дыхание. But now it's like a modern vehicle. You don't have to push the vehicle, crank it up, none of that. It's just like you sit and just push the button. All those things, experiences come within maybe 1 second. No delay. Но по сравнению с нашей там, изначальной практикой, да, если у нас поначалу был какой-то старый там типа запорожец, который надо было с пинка заводить, там, да, что-то раскручивать ему там реле или еще что-то, да, то сейчас это у нас новая современная машина, которая просто с кнопки завелась и поехала. То есть это мы садимся, и вот эти все переживания, которые мы испытываем, они буквально могут за несколько секунд происходить. So the whole process, it happens in a miniature, very quick split second. The whole process that happened, it happens so fast now. Так что на этом этапе весь процесс, который происходил раньше долгое время, сейчас просто происходит буквально за секунду, там, за доли секунды. And by this time, the practitioner directly goes to access concentration. Directly. И на этом этапе практикующий напрямую, по сути, переходит к сосредоточению доступа. So one first mastery is they identify what mind state they have now. Sorry? First mastery, I said there are 5 masteries, no? One for number first from the 5, first mastery is like you identify what mind state you have now. Первое мастерство – это умение, мастерство определять, в каком состоянии ума вы прямо сейчас находитесь. Because they are already in the access concentration. Так как практикующий уже находится в сосредоточении доступа, they quickly check towards the heart. они могут быстро как бы посмотреть в область сердца. Then it's like they see the 5 pens or 5 badges, anything, 5 buttons, anything. They see the 5 characteristics. 5 jhanic factors, 5 jhanic factors. И когда они глядят в область сердца, они могут найти там вот 5 факторов, да, так как мы глядим и видим 5 разноцветных ручек, например, каких-то, или там кнопочек, не знаю, булавок или там этих самых пуговиц, но это вот 5 факторов джаны. Then number 2, they can determine the specific time, okay, for half an hour, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, like that. They can determine a specific time. I want to stay in the jhana. Далее второе мастерство – это то, что они могут определить, сколько времени и они будут находиться в джане, да, то есть они могут сказать, вот я столько-то времени сейчас буду пребывать в джане, и так и могут определять. And this also happens with a gradual build-up. Но это происходит тоже вот постепенной наработкой. But there is no kind of difficulty or anything. Only the power has to become more and more to stay longer. Но тут никаких проблем нет или сложностей, просто мощность нарастает постепенно. So then, that is the second mastery. You can do it. You can do the determined time. If you determine a specific time, you are able to do it.
You perfect in that. You become perfect in that. Perfect. Вот практикующий становится, да, то есть оттачивает до совершенства вот эту способность пребывать определенное время. And in the exact time, you come out of the jhana. That is the third mastery. Say you want to stay 1 hour, in the exact time, without any alarms or anything. You are in that, then maybe anapana or the light object suddenly appears. You are in this like a frozen state, and then maybe anapana comes. And then when you check the time, oh, okay, 1 hour already gone. It's like that. Okay. И третье мастерство – это пребывать вот именно четкое время, по которому, то есть, ну вот, время вы видите, вам не нужно смотреть на время, да, вы просто видите, что вот мне нужно 1 час побыть в этом, садитесь, у вас вот начинается анапана, потом вот этот свет, и вы пребываете вот в этом вот, как сказать, погруженном, да, таком состоянии, да, неколебимом. Вот, ну раз открыли глаза, и вот ровно час прошел. That is the third mastery of perfection. Это третье мастерство, которое мы оттачиваем до совершенства. And the fourth one is you are not stuck in there. You can come out anytime you want. Четвертое мастерство – это что вы не застреваете в этом состоянии, и вы в любой момент по желанию можете выйти. That's why when people say like, oh, I went through some jhana, because it happened to us also in the wrong method before. Then they feel afraid, they feel stuck. But because we are working with the kusala object, that cannot happen. And when people say like they get stuck in jhanic world or Brahma world, no, that is not the point. Because even if you are practicing the jhana, if you can come out of how can a person get stuck in jhanic world? No, because their intention is not that. So it's pointless what they are talking. Да, это вот как раз адресовано тому, что во многих, ну, некоторые люди, которые не делают, точнее, они делают по другим каким-то методам, у них есть опасения, что можно застрять в мире джан, да, застрять там как-то и не вернуться или там что. Вот. Но вот как раз-таки вот это четвертое мастерство, что ты можешь выйти в любой момент по желанию из этого состояния, оно как раз опровергает эти страхи. That is the fourth perfection. Это четвертое совершенство. And the fifth one is after you come out of the jhana, you check again the jhanic factors. И пятое совершенство – это когда вы вышли, you come out of the jhana. You come out of the jhana, come to the access concentration level. И пятое мастерство – вы выходите из джаны, возвращаетесь на уровень вот этого сосредоточения доступа и снова можете посмотреть на факторы джаны. And you check the jhanic factors. Снова как бы смотрите, какие факторы джаны присутствуют. Then you know for sure where you have been. И так вы можете четко понимать, где вы были. This is the process you use for first jhana, second jhana, third jhana, like that, until the fourth jhana. Then you reflecting back, you know where you were for sure. Understand? Таким образом, когда вы входите в первую джану, вторую джану, третью, четвертую джану, а потом возвращаетесь, и с помощью вот этого совершенства вы можете четко отследить свой путь, да, где вы были, что было. Or for example, because Anapana can take you to fourth jhana, no? Up to fourth jhana. Потому что медитация на дыхании может довести вас до четвертой джаны. So think a person, there is a process, we'll talk about that when you're talking about jhana. Мы поговорим об этом в грядущем лекции про джаны. But say a person wants to go from first jhana, then determine and go to the second jhana. Но, допустим, для примера, человек входит в первую джану и собирается войти во вторую. So first jhana, they see the 5 jhanic factors when they come out of it.
Первая джана, когда они выходят из нее, они видят 5 джана-факторов. But second jhana, it only has 3 jhanic factors. А вторая джана, у нее только 3 джана-фактора. So, Priti Sukha, Vitaka Vichara, Priti Sukha, Ekagata. The second jhana, third jhana, fourth jhana. Yeah. So, when they go to second jhana, if you had 5 pens, now only three pens left here. Or 5 badges, 3 badges, stickers, anything, eh? Так что, когда мы входим во вторую джану, у нас уже только 3 ручки в этом нагрудном кармашке. So then when you come out of second jhana to access concentration and check the jhana's factors, then you don't see 5 pens, you only see 3 pens. Поэтому, Okay? That's how you know. когда вы выходите из второй джаны, вы проверяете, да, смотрите, да, в область сердца и видите только 3 ручки. Так вы наверняка знаете, что вы были во второй джане. Later, when you go from when you practice a lot, when you go from first jhana access concentration, when you check, there are 5 pens or 5 factors. First, when you go to first jhana access concentration, there are 5. Потом, если вы из первой джаны снова возвращаетесь на уровень сосредоточения доступа, вы видите 5 ручек, 5 факторов. But soon as it shifts to second jhana access concentration, no 5, only 3. Но как только это превращается, да, переходит во вторую джану, уже только 3 фактора просветления. And the practitioner determines and stays in second jhana 1 hour, 2 hours, anytime they want. И также во второй джане практикующий определяет там продолжительность, количество времени, сколько он там вот захочет оставаться. And comes out of that to the access concentration of the second jhana. И выходит из этого на уровень сосредоточения доступа во вторую джану. After staying that time period. После пребывания определенного временного интервала. Then in access concentration, when they check again, only 3 jhanic factors. Вот, и он опять выходит и снова видит опять только 3 джана. Then only they can clarify, no? Okay, I was in the second jhana. И так мы можем прояснить, окей, я был во второй джане. Like that, in third jhana, only 2 jhanic factors. И также в третьей джане 2 джана-фактора. In fourth jhana, 1 jhanic factor. В четвертой джане только 1 фактор. So Anapana can take with the concentration part up to 4th jhana. Потому что Анапана может привести нас до 4-й джаны. In the 4th jhana, even the breath stops. На 4-й джане дыхание вообще прекращается. So I think we don't have time to cover Anapanasathi Sutta today, no? We'll go for tomorrow there continuously. So this is the way they taught the practitioners. For us, they taught this way. В общем, так. The teachers taught us this way. Вот так обучают практикующих, вот так учили бханте. So according to the question, like, is there something more advanced? Okay, these are the steps we can go further. Advancement. Вот. According to the practice, according to the practice. Вот, отвечая на вопрос 1, да, какие есть глубокие стадии Анапанасати, вот как развивается Анапанасати, вот так как учат. I even try to explain the basic ones, because if somebody is listening in the future, that might help them. Бханте старался объяснять базовые вещи, да, потому что кто-то, если потом будет это смотреть в записи, слушать в будущем, это может ему помочь. So even if we die, like, there will be something left for somebody to listen, no? I'm just telling, no? Even if we are, И даже если мы умрем, то для будущих, да, слушателей
Вот это So будет. anybody who's starting also, if they hear this, they'll know, okay, it was the same for people in the past or near future. So no, near our present time, people had to go through the same process, like they will face at that time. Так что, если вы только начинаете, то должны понять, что через это проходили все в прошлом и в недавнем прошлом, и, в общем, это неизбежный такой процесс, общий для всех. Okay, in another time we'll talk with according to Anapanasati Sutta. We'll do some more research also. I think it's good because there are so much factors about Anapanasati Sutta. Окей. В следующий раз мы еще поговорим об Анапанасати Сутте, проведем более детальное, может быть, исследование, потому что на самом деле очень много всего, что можно сказать о ней, расследовать, исследовать. And hopefully we can answer the other question also. They И know another time, no? мы сможем ответить, надеюсь, на другие вопросы в следующий раз. Okay, no, we like Thank you, Bhante. right. Okay. So we get the idea, no? What is the practice? Вы поняли общую идею, да, как происходит практика? And this is nothing superficial, not visualizations, nothing. И тут нет ничего как бы надуманного, никаких визуализаций, ничего такого. And then these are like just exactly the teachers teach you exactly as Buddha taught. И учителя учат в точности, как учит Будда. So these are direct experiences. Это прямой опыт, Which anybody can reach. который каждый может получить. So, but we just, though the explanation is a lot, we just have to be with the meditation object only. Несмотря на то, что объяснений много, наша задача просто пребывать с объектом медитации, и все. That will take you like an innocent baby to the destination. Like innocent baby? Like an innocent baby when you put in a car or something, the car takes the baby, safely to the location. Это как если бы мы были младенчиками, нас бы просто посадили в машинку, да, и повезли куда-то. Вот и все. У нас такое. Only thing we cannot be, we want to be like adults and do this and that, no? So you have to come back to the next car, next train, next flight, no? Then again and again and again. So we don't go that distance or the destination. Единственное, что от нас требуется, просто не пытаться вылезти из машины, перепрыгнуть, там, выброситься из окна, сесть в другую машину, пытаться найти другую машину, другую практику, другую жизнь, пытаться все отложить куда-то, еще что-то в другой день, в другую жизнь. Нам просто надо как бы просто сидеть. But we can do, like thousands before, now, even in the future, who are doing it and will do it. Мы можем это сделать. Тысячи людей делали это до нас, и мы тоже это можем. And then this will be, like if they are talking about more advancement, this will be a perfect base for us for Vipassana. И когда мы научимся это делать и станем продвинутыми, это будет идеальная площадка, фундамент для випассаны. And then the biggest advancement, Maggapala, enlightenment. И самое большое достижение – это Магапала, то есть и просветление. Okay, we'll all have a good rest. Хорошо отдохните. And thank you for organizing. Thank you for translating, Nick. And thank you all for participating and having me also. Спасибо, что поучаствовали, спасибо, что организовали. Всем спасибо, Бханте, Ник, тебе Спасибо спасибо большое. all. Have a good night, good rest. Доброй ночи. Good night. Good night.